И всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Давно здесь не было стримов, а сейчас мы собираемся по поводу Xiaomi Fest. И нет, мы не собираемся покупать пока машину Xiaomi, но во всяком случае я не собираюсь. Во всяком случае есть возможность обсудить их новинки. Тем более больше половины у нас ниже порога, который неприятный для ввоза в Российскую Федерацию. Мы помним, да, что от 200 евро мы должны благополучным образом теперь платить свыше 15%. Об этом я должен вас сразу предупредить. Напоминаю, что меня зовут Саня. Максимально топорные обзоры, тесты. И если вы меня смотрите, значит вы знаете, что девиз канала максимально подробно, с надеждой, что я вас отговорю, чтобы сэкономить вам средства. Всем доброго утра. Напоминаю тем, кто придет на стрим, делитесь, пожалуйста, с ними информацией, что сегодня я разыграю Poco M6 Pro, приобрету сразу же прямо где-нибудь в вашем регионе, я думаю, через часа два после того, как мы прожарим Xiaomi 14 Ultra. При том, как вы видите, я сейчас вам покажу прикол. Я купил Xiaomi 14 Ultra, разумеется, с Photography Kit глобалку. Китайскую версию я уже гонял, на глобальную, кстати, уже обзор есть. Может, его сегодня даже открою, но, скорее всего, завтра. Нет у меня желания его сегодня открывать. Вот такая вот ручка, такой корпус, защитный чехол. Это штатный его защитный чехол. И, ну, удобно, удобно. Так, давайте сначала с розыгрыша. Первая, верхняя ссылка, это обзор на Xiaomi 14 Ultra китайской версии. Чтобы выиграть Poco M6 Pro, пишем там в комментариях: хочу выиграть Poco M6 Pro, мой ник в Телеграме или там просто ТГ такой-то, и подписывайтесь на Телеграм-канал скидок. Я проверяю, что вы подписаны на ТГ скидок. Через часа два после того, как мы достаточно прожарим Xiaomi 14 Ultra, и благополучным образом что с вами сделаем? Правильно, разыграем его. Неважно, из какой вы страны, из какого города, деньги, как говорится, везде ходят, и ничего их остановить не может. Даже я, кстати, недавно читал по поводу денег и смотрел и слушал подкаст, как во времена СССР, даже во времена конца 39-го, 40-го года переводили деньги из-за рубежа в Россию. Все нормально, и, ну, и в другие страны. То есть вне зависимости от того, чтобы не было, товары будут продаваться, чтобы не было. И там это как раз возвращаясь к таможне. Насчет таможни я еще раз всех успокою, что я не знаю нигде такой страны, кроме, наверное, Китая, и то там надо искать, потому что у меня друзья там обычно мне дороже покупают, чем я на какой-нибудь Алихе, где бы была такая дешевая электроника. Все, что сегодня я расскажу вам по поводу Xiaomi Vacfest, я сейчас вам покажу, что это за дело. Вот оно. Это касается, вот в описании есть ссылки, касается того, насколько все волшебно можно приобрести. Пока почему-то Xiaomi 14, вот уже можно приобретать. Но смотрите, наверное, они еще не начали сейл, что очень сильно странно. В общем, они должны начать распродажу. Промики здесь. Вот, наверное, уже начали. И из интересного, Xiaomi 14 у нас 91 тысяча. Как-то очень много для 1256. Наверное, нужны купоны набирать. Давайте сейчас похимичим с купонами или... Опа. Или не будем химичить. Адреса фейковые, если что. Так, и... Или будем? Нет, не будем. Давайте начнем с Xiaomi 14 Ultra. Но, в общем, в целом, смотрите, на распродаже у нас Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14. Здесь, там, начиная с 11-го Redmi Note, но его я не советую приобретать. Стилус какой-то там, Redmi Note 13 Pro Plus, кстати. Интересно, в какой ценник он выйдет, потому что промики от 50 тысяч 12 тысяч рублей, от 43 тысяч 12. Еще бы от 20 тысяч 12 было. Ого-го. Просто промик на 11. Ну-ка. Ну-ка, сейчас 5 секунд. Мне прям интересно стало. Я сейчас проверю, а потом вам скажу. Нет, все, они есть уже на странице товаров на некоторых. Я, скорее всего, еще в ТГ скидок сегодня закину, что там будет. Пока не супер дешево. Потому что 13 Redmi Note выходит 17 тысяч, это дорого. Вот. Но будем, как говорится, надеяться, держать кулачки. Я допускаю, что они еще не начали распродажу.
Так, ребята, где писать коммент? Еще раз условия. Чтобы выиграть смартфон, нужно написать комментарий. Хочу Poco M6 Pro под верхним роликом. В описании ссылка. И подписаться на ТГ скидок. Ну и, соответственно, хочу Poco M6 Pro. Плюс еще написать, подписаться на ТГ скидок. Разумеется. Когда что-то случится-то? Не скоро. Не скоро. Еще раз, розыгрыш поздно, поэтому мы сейчас сначала будем жарить Poco. Не все бенды разыграли еще, нет, Антон. Бенды разыграем завтра-послезавтра на лайв-канале, ой, на пользу стрима на этом канале. Вот. Понеслась. Давайте, в общем, начнем с смартфона. Первое, на что стоит обратить внимание. Кто-то ради него же пришел, в конце концов, среди концов. Мы его для чего жарить решили? Вот эта коробка Xiaomi 14 Ultra. Все вроде по фэншую. Но у меня был прикол какой? Что у меня внутри, я сейчас вам покажу. Вы очумеете. Почему? Потому что, смотрите. Знаете, чего не хватает? Зарядки. То есть нет, я заказывал по предзаказу Xiaomi 14 Ultra, и мне в подарок должна была идти зарядка и вот этот вот фотографер кит. Вот, вышло мне все это дело в рублях. Ну, в общем, 107-108 тысяч. Но прикол в том, что, во-первых, заметьте, что ручка черная, и чехол фотографер кит черный, а смартфон белый. И второй момент, это да, то, что мне дали в подарок зарядку, но в самом 14 Ультра в коробке зарядки не было. И это, конечно, ну, слегка дичь. Если говорить про устройство само в целом, фотографирует оно интересно. Видео он пишет в сравнении даже с S24, по мне, не всегда лучше. А S24 это все-таки субфлагман. Александр Вейга Рейтон, потому что сейчас начался сейл, и я решил совместить. И когда у вас полночь, у меня 4 часа утра. Я, конечно, понимаю, что все норм, но тяжело мне иногда. Давайте поздороваемся. Повторяюсь, если вы приходите на стрим для розыгрыша, можете не приходить, потому что вероятность выиграть чаще всего людям, которые либо умеют читать, либо которые умеют читать. Все, давайте для розыгрыша. Я закреплю даже. Так. Все. А как я могу закрепить это сообщение? Закрепил. Все. Все, в закрепленных смотрите для розыгрыша. Подписаться на ТГ скидок, оставить коммент под роликом и свой ник в ТГ в этом комменте. Можно через пробелы. Вот. Да, можете здесь писать «хочу», но от этого не интересно. Так, по поводу зарядки. Смотрите, она у меня рандомная. Я вообще не понимаю, какого лешего, но заряжается он у меня через раз медленно. И вы сейчас скажете, потому что топил. Ну, я его, разумеется, топил. Нет, не поэтому. Оптимизированная зарядка, ограничена обычная. Температура, количество зарядов 0. Как это может быть? Вот так вот он и рассчитывает. Высокая производительность. То есть вы понимаете, сейчас я переключу режима, и мы будем жарить уже, потому что все это весело, но надо делом заниматься. Правильно? И сошку на минимум. Сейчас будем сначала разбираться, почему он заряжается у меня долго. Быстрый разряд. Быстрого разряда нет, потому что нет толком быстрого заряда, да? Так, дальше.
Насчет кружков. Записывал кружок на 14 ультра, и многим он меньше понравился, что, естественно, относительно iPhone 15 Pro Max. То есть по кружкам во всякие социальные сети он проигрывает. Не забываем прожать лайк. Почему Samsung S24 Ultra субфлагман? Когда S24 Ultra стал субфлагманом? Я с S24 сравнивал этот смарт, не с S24 Ultra. Вот смотрите, супер быстрая зарядка. Почему же он так долго заряжается? Он не врубает. Нет, просто заряжается. Быстрая зарядка. Почему быстрая? Если она 120-ваттная и его оригинальная. Вот. В общем, в целом, иногда у меня... Вот, ускорение включено. Видите? То есть, в целом, вот это дело по какой-то неясной мне причине заряжается у меня через раз долго. И этот через раз чаще. Вытираешь фронталки у конкурентов? Виктор, чё? Я вытираю все у всех. И у Samsung, и у всех остальных. Зума, привет. Роман, привет. Виктор, Яна, Владимир, Андрей, Смит, Новиков, Сергей. Вот. Напоминаю, что меня зовут Саня, основной канал Пользы.нет. Это Польза стримы. Здесь мы обычно делаем обзор одним кадром с вами. Но сегодня я решил провести стрим именно здесь. Вот. Начнем с далека. Про комплект я вам уже рассказал, правильно? Комплект здесь у меня оказался печальный, но ввиду того, что я покупал Xiaomi 14 Ultra глобалки, мне дали в подарок по предзаказу, получается, ручку. Фотографер кит я тоже вам покажу, как работать будет позже. Потому что мне надо, чтобы он хоть чуть-чуть зарядился. Я не понимаю, почему он так долго заряжается все время у меня. Вот просто хоть убейте. Хотя не всегда, опять же. И сразу по отличиям, в глобалке батарея здесь 5000 мАч, а не 5300, как в китайской версии. И еще, разумеется, здесь выпилили модуль спутниковой связи. И помимо этого здесь нет eSIM. То есть, в принципе, я вот сразу... А M6 нет, не сравнивал и не хочу, потому что Vivo красит. То есть, если вам мультики нравятся, то снимайте мультики на Vivo. Это хороший смартфон. Даже Oppo красит меньше по мне. Не забываем прожать лайк и продолжаем. Так, продолжаем мы с чего? Смотрите, по экрану. Экран здесь крутой. Прям крутой, по-другому не сказать. Эпитетов может быть много. Хороший, красивый, интересный. Но ближе он к крутому. Посмотрите на яркость. Дневной режим. Дневной режим здесь, заметьте, выдает 1300 люксов. Что еще у нас выдавало 1300 люксов, кто помнит, недавно на прожарках? Напоминаю, что подобные прожарки у нас проходят довольно часто, и основная миссия этих прожарок, запомните вот этот люксометр, это Radex. Им в основном пользуются все блогеры. И это шим. Но это шим по Радексу. Radex тоже имеет паспорт, он поверен, но у него погрешность просто, я бы сказал, космос. Ну, подождем. 26. Насчет защиты от глаз, сейчас я проверю. У меня, по-моему, улучшение разрешения экрана. Частота обновления 120 Гц. Разумеется, разрешение экрана максимум WQHD+. Но прикол здесь с не системой визуализации, она вся отключена, а с параметрами режима. Разумеется, здесь LTPO от 1 Гц, как вы видите, до 120. Режим чтения вот здесь, по-моему, нет. А где здесь 10 дюйминг? Он вшит, значит, должен быть. Ну, в черт. В топку. И нет не грузит. У кого, Иван? У меня не грузит. Если что-то не работает, пишем. Дальше я использую вот этот прибор. За полтинник я его взял. Он поверенный. У него уже 2 паспорта. И я ему доверяю чуть-чуть больше, но нравится он мне меньше даже. Еще меньше он нравится, наверное, продавцам. Почему, вы сейчас поймете. Вот смотрите, я включаю яркость. Проверяем. 615 люксов. Включаем дневной режим. Получаем где-то
1100 люксов. Ну, ты округляем, да, чтобы ему не было обидно. Все видят, да? Нет, не видят. В общем, он показывает на пике 1100. Шим 7%. Дальше выставляем 75% и смотрим шим. Шим уже 11. Все видят, да, шим? Дальше выставляем 50, где-то чуть ниже 50. Шим показывает 16%. Кстати, какая-то матрица вчера, когда я обзор делал, было хуже. А вот здесь уже на 25%. Шим 28. Нет, все так и было. 28% на 25% экрана яркости. И, допустим, на где-то 10%, на которые тоже используете. Посмотрите на эту цифру. Вот так. Вот так поверенным прибором проверять. И вот я сейчас его затемняю. Его все равно колбасит под 90%. Вчера было 70%. И вот так. DC-диминг включается, мне кажется, через... Вот это на нуле. Склонны ли вы верить неповеренному прибору Radex? Ну, он поверен, но там попроще сертификация. Либо вот этой вот штуковине, те, кто учился на раз, решайте сами, кто не учился. Выбирайте сами, потому что, повторяю, что большинство блогеров измеряет чем? Правильно, Радексом. И можете танцевать от этого, можете танцевать от моей информации. Я даю вам и ту, и другую информацию. Заметьте, кстати, 1 Гц почему-то он упорно нам не хочет показывать. По поводу зарядки, смотрите. Зарядка здесь, я бы сказал, все довольно странно. Почему? Потому что, повторяю, что почему-то у меня Xiaomi 14 Ultra заряжается дольше, чем китайская версия, хотя Global на 30 мАч меньше. То есть у меня за 15 минут он заряжается в глобалке до 37%. А в китайской версии он за 13 минут заряжался. То есть на 2 минуты быстрее. Вот такая матрица. Андрей, мы не будем. В чем топ экрана тогда? Николай, топ экрана в плотности пикселей, если вы обратите внимание. Подождите, вот давайте начнем с того, что у меня критичный контент. Не надо меня провоцировать на то, чтобы я хвалил девайс, потому что я редко девайсы хвалю. Я не думаю, что это тот случай, когда вот вы слышите какие-то похвалы ему. Кстати, как звук? Потому что у меня почему-то микрофон был включен на режим наушников. Александр Павлов, опять же, можно смотреть на Radex и радоваться. Если говорить про конкретное устройство в целом, Vibra мне понравилось. Vibra понравилось. Давайте по менюхе сразу пройдусь. В принципе, вы же видите все. Вот смотрите, по отпечаткам, блокировка по лицу. Можно 2 лица. 2. Раз. Помимо того, что блокировка по лицу, можно 2 лица заводить. Можно, разумеется, разблокировать отпечатком пальца. Притом можно заводить 5 пальцев. Звук есть, хорошо. Наконец-то стрим у меня не ночь. Ей. Если из интересного, отпечатки пальцев, ну, все это стандартно. Только можно, опять же, заводить 5 отпечатков. Если говорить про, допустим, экран и герцовку, обратите внимание вот на такую тему. Частота обновления 120 Гц выставляется, можно выставить вручную. И потом мы переходим в приложение. Но в приложениях есть прикол. Мы долистываем его сюда, и вот здесь неприятные вещи. Понятно, что их можно обходить на основе параметров приложений. Что это значит? Это значит, что лучше каждое из этих приложений тестировать отдельно, благо Xiaomi это позволяет, для того, чтобы понимать, какая будет конкретно герцовка у того или иного приложения. Мне это дело не нравится, потому что мне нравится, когда производитель дает возможность выставить максимум у всех, но вот так. Насчет того, какой он огромный кирпич. Ну, рука у меня маленькая, у меня реально маленькая рука, и, ну, рука может и не маленькая, но ладонь сама по себе, рука-лицо маленькая, так же, как узкое запястье. Я, наверное, уже привык к лопатам, он, конечно, огромный для меня. Но если у вас рука 120-килограммового серьезного мужика,
то или пианиста, то он может вам даже маленьким показаться. Где два лица? Вот, следующее по экрану. Опять же, почему он топ? Частота обновления 120 Гц, это круто. Вот это вот WQHR RD+, это прям надо, можно, это просто не мега топ тоже. Почему? Потому что открываем HW инфо и получаем здесь 522 пикселя. Выше по плотности пикселей я лично знаю, что вот прям конкретно выше только у Sony, но он при этих 600 пикселей и вот этом узком экране, как вы помните, мы его тоже тестировали, разряжается на раз-два. Передаю привет Лехе, счастливому обладателю iQOO 11s. Не забываем прожать лайк все, кто пришел. Напоминаю, что условия розыгрыша у нас в прикрепленном комментарии. Вы можете совершенно свободно его увидеть и сделать для себя выводы, стоит ли что-то приобретать или нет. Напоминаю, что по ссылкам внизу у нас идет сейл. Вполне возможно, вас этот сейл завлечет у Xiaomi и Poco. Напоминаю, что сейчас как минимум на процентов 20-30 выросли цены в ритейле. И добрый день всем. Александр Барышев, как правильно. Передаю привет пацанам с Дома быта. С какого именно Дома быта? Который на Петроградке, рядом с Красного курсанта? Категорически приветствую. Лекс, здорово. И Лолкемен 228 тоже. Так, если вы не понимаете, почему я тяну время, я не тяну время, это, во-первых, в каком-то смысле тяну, чтобы больше людей успело комменты оставить, в каком-то смысле нет. Будет ли обзор на Find N3? Нет, однозначно. Андрей, все помещу сейчас, 5 секунд. Вот так, да, вам удобно? Так удобно? Смарт в большом окошке. Все сделал. И если говорить про экран, повторяю, что 120 Гц это топ, 500 ppi это просто топ, то же самое. Про сенсор, мне он понравился, но смотрите, здесь экран, пусть и не водопад, но у него вот такие вот грани странные. Чуть-чуть. То есть они покатые, многим нравятся, многим нравится. Мне вот ощущение того, что здесь непонятно что, не нравится. Может быть, как-то можно по-другому пленку не заводскую наклеить, и будет все огонь. Дом быта по всему СНГ. Окей. Как настроение? Хорошо. Встретились не ночью, не в 4 часа ночи, как у меня обычно. По поводу спеков камеры, вы видите сейчас. По камере смотрите. Первое, обязательно посмотрите обзор. Это раз. Два, потому что там будет сравнение с S24, притом S24 на снапе. Вот он у меня. То есть не просто с S24, а с S24 на снапе. Я вам скажу, что Ник, с какой целью интересуетесь? Я никуда не уезжал. Так вот, если говорить про Самс на снапе, мы его тоже будем гонять в скором времени. И если мы будем его гонять в скором времени, то вы увидите, что он вот в обзоре на 14 Ультра в некоторых моментах ультра уделывает по полной программе. И здесь мы возвращаемся к камерам, которые я, по идее, должен расхвалить, но есть большое но. Большое маленькое но. В чем заключается это большое маленькое но? Эта штуковина проигрывает в ночных фото S24 на снапе. Прям по мне конкретно. Это раз. Два. Мне не нравится, как она работает с светом ночью. И три. При переключении модулей у Xiaomi не только меняется цветопередача, но и бывают глюки. И мне это не нравится. В обзоре вы все увидите. Плюс мы не можем здесь переходить на фронталку. И вроде бы у нас супер-мега-флагман, но у этого супер-мега-флагмана разрешение экрана 4К 60 FPS на фронталке, но оно не ощущается, к сожалению. И вот эти 120 FPS 4К, это тоже штука сомнительная. Почему? Потому что, допустим, я не могу их на YouTube загрузить, эти 4К 120 FPS.
но они примерно такие же, как и у Samsung S24 Ultra. То есть есть ощущение, что у тебя идут пропуски кадров. Притом не ощущение, он пропускает кадры какие-то. Камеры хуже? Нет. Нет, камеры хорошие, просто они не того уровня, который хотелось бы. Дальше давайте потихонечку по этому смартфону. У нас есть, помимо экрана обсудили, он хороший, есть много, разрешение отличное, герцовка отличная. Процессор последний Snapdragon Gen 3, и здесь можно было бы сказать, вау, молодцы, но они его, по идее, должны были дооптимизировать. Что они не сделали? Ну, то есть они его не дооптимизировали, и матрица и магия всего этого устройства в том, что вы благополучным образом можете знать, что он греется. Он греется. Вот смотрите, мы герц поймали, кстати, хочу отметить. Он греется, и 3D Mark он не проходит без морозилки. То есть то, что вы видите, он проходил в морозилке, что Wildlife Extreme стресс-тест, что Solar Bay стресс-тест. Притом обидно, что Solar Bay стресс-тест, он доходит до 18-го прогона, и потом он вылетает. Обидно, печально, но факт, как говорится. Куда ник Telegram своего ТГ, это либо через пробелы в прикрепленном комментарии, либо в описании. Никита, здесь каждое существо свое болото хвалит. Почему? Потому что я не могу хвалить яблоко. Вот, у меня раз яблоко, два яблока. Потому что если бы я не снимал ролики, я бы не ходил с айфоном. Но и если бы мне не были нужны банковские приложения. Вы скажете, что на Honor есть Face ID, на, ну еще, я не знаю, на чем еще, на Honor я знаю, что есть Face ID, ну Huawei есть вроде бы Face ID, но у меня там не заводятся банковские приложения. На яблоке все отрабатывает прям волшебно. По-моему, на пикселях еще, да. Но у пикселя ужасные экраны, ужасные процессоры. В общем, у тебя по большому счету, если тебе нужен банк, вариантов нет. Если тебе нужна видеосъемка, а напоминаю, на основном канале у нас с вами почти 2000... Сколько у нас просмотров-то? 120 миллионов просмотров и почти 2000 роликов. И все они сняты, ну не все, а, наверное, 1500 из них на iPhone. Притом на там 11, 12, 13, 14, 15. И я пытался переходить на что-то другое. Снимал, я помню, на Huawei P40 Pro. На P20 Pro очень долго снимал, кстати, потому что там было сложно скидывать с старых айфонов. И основные минусы в конце, разумеется, с Тором я резюмирую, но я все равно призываю всех посмотреть полноценный обзор, потому что я там сформулирую мысль совсем по-другому в конце, это раз. И два, там будет сравнение, которое вам необходимо, потому что одно дело я говорю, вот 14-й Samsung S24, он намного хуже, или намного лучше, много кто говорит. Исходники скачивайте в моей личной телеге, разумеется. И Александр здесь всегда плюс 30-40, иногда 45-49. Одна сим-карта. Нет, симки физических две, но здесь у нас нет eSIM. И я считаю, что это прям лютейший фейл, потому что без eSIM в 2024 году выгружать глобалку, ну это как минимум не камильфо. Вот, вообще никак не камильфо. Повторяю, что у меня глобальная версия. Разумеется, никакой карты памяти нет. Разумеется, я его уже топил, с ним ничего не произошло, как и китайскую. Я говорю, мне так нравится, когда форсит тема, что Xiaomi тонет, а когда у меня iPhone тонул, ZTE тонула, Samsung тонул, никто нигде не репостил. Вы ощущаете? То есть, когда у тебя вот это вот Xiaomi где-то делает ошибку, у кого-то получается, его сразу начинают разгонять. Вот. А если какой-то другой бренд, его не разгоняют. Почему, я не знаю. Делайте выводы. Да, я пью кофе. Всем еще раз, мне доброго утра. Точнее, вам доброго утра. У меня уже 14:35. Если говорить про... Кстати, почему я зарядку отключил? Не 3D Mark, а давайте я до 50% хочу догнать. Будем гонять 3 раза в Antutu или нет? Если будем, то будем. Поступательно. По процессору я уже сказал, что это дело тротлит, это дело греется, и... Ну, это печально, но факт. Дальше я накидываю еще. Накидываю еще что? У меня запотевала камера, притом запотевала много раз. Доигрался ли я до того, что он умер? Нет. Доигрался ли я до того, что он перестал потеть? Доигрался. Но было нервно, если честно.
Как же с обновлениями Xiaomi? И отдельно, да, обновление. Вот здесь смотрите, здесь у нас великолепный, ужасный, проверяем сканер, ей разблокировался. Так вот, у нас здесь HyperOS, есть MIUI, прошивочка. И вот когда у кого-то была MIUI, и у кого-то сейчас есть, прилетело обновление, оно было необязательным, как я понимаю, и заставило уйти смартфоны в ребут. То есть люди благополучным образом что сделали? Правильно, лишились чего? Правильно, они лишились информации. И да, смартфоны не погибли, но если выбирать между какими-нибудь Realme, которые блокируются китайские, OnePlus, которые блокируются по звонкам, ты платишь индусу $30 дистанционно, с нервами сидишь, что у тебя ничего не получится, но в итоге у тебя его разблокируют. А покупая Xiaomi, ну ты не теряешь информации, а покупая Xiaomi, ты все время должен держать в голове, что тебе нужно делать копии информации с этого телефона, либо в облако, или еще куда-то, потому что они могут просто очередное обновление выгрузить, и он у тебя уйдет в ребут. Мне говорят, это не особо важно. Я так не считаю. Я считаю, что вот для меня это было бы просто критично. У кого-то там, в конце концов, в блокноте были, не знаю, какие-нибудь пароли под биток, и человек такой, все, состояния нет. Я прям уверен, что кто-то встрял прям по полной программе. И когда ты приобретаешь подобного рода устройства, так же как яблочки, у кого была история, чтобы яблоко от обновления умерло, или Realme, или OnePlus ушли в ребут? Я такого не помню. Вот. Стою на улице как постовой, смотрю стрим, люди косятся на меня. Александр, они тебе завидуют, что у тебя есть электронное устройство. Таможенную пошлину уже подняли, и теперь не каждый может себе позволить что-то с экраном. Кстати, после этого Xiaomi извинились, после таких обновлений. Нет, они просто замяли эту тему и все. Ну, я не видел нигде, чтобы это кто-то форсил или напоминал про это. Меня это тоже напрягает, потому что если ты ну, я, допустим, всегда напоминаю, что у ZTE это третий эшелон, нет защиты от влаги, как мне говорят, ты его топишь. Но я про все рассказываю смарты. У OnePlus и у Realme блокируются китайские смарты, они подлецы. iQOO пока не блокировали, Vivo не блокировали. Vivo не продашь вообще, если купишь. И Oppo, потому что он не популярен, продашь, но, как мне говорят, в те же деньги можно. Ну, можно, ты в Китае его купил, ждал 1,5 месяца, и потом чувак просто после тебя сразу покупает за тот же ценник, ему не надо ждать. Конечно, можно, но профит тебе в чем? У тебя деньги пролежали 1,5 месяца в доставке. Не будем об этом, я рассуждаю как плохой человек, который покупает и продает устройство. Если я был блогером, которым магазин бы посылал, я бы говорил, о, как красиво, и, в общем, и все. Если у меня вариант такой брать у магазина, конечно, да. Мне интересно это? Нет, потому что у всех контент свой, у меня, напоминаю, контент это купил, не потерял, не разбил и продал. И вот там получил какой-то минус, какие-то недостатки выявил для себя, потому что я, допустим, с многими, опять же, магазинами либо перекупами на связи постоянно. И вот они жалуются, что блогеры убивают смартфоны, потом приходят, я такой думаю, вот, ну, он убил смартфонов, там, у какого-то магаза, либо перекупа, или еще кого-то. Но он же не рассказал, что смарт убивается, допустим, как у пикселей моментальный экран царапается. Ему вообще все равно, потому что он у него повалялся. Или как Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, к слову, китайская версия, у меня какого-то лешего поцарапан оказался модуль вот этот. Я об этом в ролике расскажу, и это минус. То есть ты, покупая устройство, не можешь его носить так же, как, допустим, какой-нибудь iPhone. На него я, кстати, до сих пор не сделал обзор, уже 1,5 года он у меня лежит. Я его тоже использую. Ну и это дичь. Потому что у меня самсы не царапаются так. iQOO не царапаются, Vivo не царапаются, Oppo не царапаются, яблоки царапаются. Не царапаются. А вот это вот дело, яблоко, к слову, я ношу вот. Без чехла. У брата стал перезагружаться, благо. У меня 12-й, у жены обновилась до HyperOS без проблем. Еще раз, друзья, если у вас нет тех проблем, которые я озвучиваю, это значит, у вас психология выжившего. У меня тоже нет этой проблемы. Но я блогер, я обязан рассказывать про все... Ну, опять же, это моя политика канала, я рассказываю про все вероятные проблемы. То есть я не рассказываю, что, вы можете потерять или разбить телефон. Я рассказываю, что у некоторых пользователей, и в сети вы можете найти море подтверждений, Xiaomi уходили в ребут, и вся информация исчезла. И все. Про это моментально, благополучно все замяли это. У меня ZTE Nubia Z60 Ultra набрала воды при тесте водой, и ее до сих пор из себя не выпустила, ей хана. То есть смартфон за 60 тысяч стал нулем. Хотя, опять же, тот же
Flip 5, который хапанул воды, если бы я его не сам попытался отремонтировать, мне бы его отремонтировали бесплатно, так он с 70 тысяч стал у меня 15 тысяч стоит, ну хоть что-то. ZTE стал стоить 0. Царапать, Виктор, что я не могу себе позволить? Вы простите мне, я вам открою страшную тайну. Все, кто царапают смартфоны, и Jerry Rings Everything, это типок, которому посылают их, и он может себе это позволить. А аналогичный контент, ну вы прикиньте, ну сколько это? Каждый обзор мне будет стоить 100? Нет. 3 миллиона в месяц, ну не 3, ладно, 1,5. 10 месяцев, 15 миллионов. 18 мультов за год я не могу, нет. Кирилл, если вас не устраивает мой стрим благополучным образом, можно сюда не приходить. Вас сюда звали, но если вам не подходит контент, идите там, где контент на стриме вам подходит. Если кто-то делает прожарки лучше, чем я, никаких претензий к вам нет. Если вам не интересно, что я говорю, никаких претензий к вам нет. Я рад, что вы сюда зашли, поняли, что это не ваше и ушли. Вот. Для монтажа видео какой ноут лучше выбрать? Яблоко однозначно. Чисто монтаж яблоко. Что мы хотим еще сказать про процессор? Прос последний насчет разрешения настроек. Смотрите, я сейчас зайду в режим разработчика, чтобы показать вам Bluetooth кодеки. Они здесь не все, их много, как всегда, потому что их много даже в смартфоне, не знаю, за 10 тысяч рублей. Но насколько этих много или мало, решать вам, разумеется. Почему? Потому что вам им пользоваться, этим смартфоном. И заодно мы выставим... Нет, герцовку не будем пока выставлять. Мы выставим этот. Ничего не выставим. Антуту 2 раза проведем. Проведем 2 раза Антуту. Так. Это по Алдаку, это про Моно, это про штату. Вот так. Аудиокодеки. И сейчас я сразу перейду, кстати, пока я не забыл, в эквалайзер. Эквалайзер здесь рабочий, но напоминаю, что любая колоночка играть будет лучше, портативная, чем любой смартфон даже за 100. Хотя, опять же, нет, наверное, вы какой-нибудь дешман за рублей 300-500 сможете найти, и там будет еще хуже. Следующее, смотрите, захожу в звуковибрацию, здесь все круто, вибро можно настраивать. И оно приятное, но его не хватает для этой массы устройства. Я не знаю вам, как объяснить. Вот хорошее, но сравнивать, да, вот моторчик топ, но если ты его именно используешь, а не в рекламе, вот говорю, вот у Xiaomi проблема, они в рекламе показывают вибро классное, ты когда вот это делаешь, тестишь, оно классное, когда ты начинаешь использовать его, еще и с каким-то чехлом, ты понимаешь, что силы вибро вот этой массе устройства и габаритам не хватает. И по звуковым эффектам, в принципе, все норм. То есть ты включаешь графический эквалайзер и дальше играешься под себя. Вот. Я студент, учусь на программиста. Какой можно приобрести ноутбук до 80? Любой яблочный. Яблочный. Хотите верьте, хотите нет. Дальше. По этому мы прошли. По отпечаткам прошли. По батарее. Повторяю, что я не знаю почему она так долго у меня заряжается все время. Не забываем прожать лайк этому стриму. И что думаешь про автомобиль Xiaomi? Я думаю, что абсолютно неинтересно вам про него смотреть, потому что при завозе в Россию он будет стоить как крыло самолета, а за эти деньги, ну, что здесь я, может, его куплю через полгода, может быть. Но так, чтобы я там, не знаю, летел, я хочу Теслу купить, я не хочу, я спокоен к машинам. Если у меня в какой-то момент времени появится такая потребность, то я вам буду о них рассказывать. Да, это очень такой классный контент, и залететь в тему автомобиля это просто там мега-мега топ, как и квартиры, ну, это не мое. То есть пока это не мое, и здесь не вопрос, смогу ли я, хочу ли я, кто ли я, Магнолия. Здесь вопрос того, что это не хочу пока, и все. Мне вот интересны эти железки, я о них вам рассказываю, правильно? Quick Charge есть. Не просто Quick Charge. Еще раз. Вот смотрите, вот мой блок зарядки. Вот он.
И какого лешего вот он не хочет работать, я понятия не имею. Вообще. Вот и все. Остановить ускорение зарядки. Нет, не хочу я устанавливать. Вот сейчас он показал Макс. Я говорю, какой-то рандом. Вот у зарядки, у этого смарта, лично у меня, что в китайской версии, что в глобальной, какой-то рандом. У OnePlus их Vibro лучше. А он лучше, я сейчас объясняю, почему. Он не лучше прям совсем. У Xiaomi он какой-то чуть-чуть топорный. То есть, если не сравнивать его с OnePlus, вот этот вот Xiaomi, то будет все норм. А при сравнении с Palace он проигрывает. В первую очередь по той причине, наверное, что у него габариты больше и масса больше. И недостаточно все эпично. Huawei P30 Pro, P30, там были же гуглы у P30, правильно? Вполне возможно, вы увидите разницу в худшую сторону по камере, если вы поменяете Huawei P30 на что-то из Poco. Xiaomi уже не тот. Нет, Буди, не Xiaomi не тот, а просто я о нем рассказываю. Еще раз повторяюсь, просто если вы хотите приобрести устройство приобрести устройство, лучше идите и купите его и смотрите других блогеров. Просто если вы будете меня смотреть, то может греется, на холодную не пробовал. Нет, он на холодную. Почему? Я сейчас вам покажу. Смотрите, 16 градусов. То есть он реально на холодную. 16 градусов. Куда холоднее? Здесь морозилка у меня. То есть я все время с морозилкой. Как можно померить? И Виктор, что? Этим, наверное, ломают голову себе очень много блогеров, как можно проверить, насколько хорошо то или иное устройство обладает Vibro. И я вам скажу, что пока идей нет. Ну, идеи есть, я из разряда того, что воду хотел ставить, показывать, еще что-то, но как-то не получается. У Xiaomi зарядка при использовании телефона сильно снижает мощность. Чтобы быстро зарядить, нужно его заблокировать. 3 раза перебор, Хмо. Вы про что 3 раза? Вы про что 3 раза? Ну окей, я его заблокировал. По поводу Antutu 3 раза прогона или чего именно? Еще раз, стрим останется в записи, и Сергей, это 2 недели. Но у меня до этого Xiaomi 14 Ultra был китайский. И при том, что да, самое интересное, он даже стату по Акуму не ставит. Сейчас я симку вытащил, я не хочу, чтобы во время стрима мне кто-то звонил. То есть это сейчас симка стоит, но она... нет, даже не стоит, я даже такую выбросил. Так же, как я удаляю все сервисы во время стрима. Как найти Samsung S24 на снапе? Сложно, но можно и дорого. Ну, как, либо вы блогеры попросите у какого-нибудь продавца, либо вы будете извращаться, как и я, и купите. Но их найти, опять же, сложно. Там прикол, по-моему, и с бендами. Вот у меня русский язык есть на снапе S24. Ну, на S24, на Snapdragon. А у кого-то нет вроде и русского языка. У кого-то бендов каких-то не хватает. Я пока не хочу о нем говорить. Но вот вам ЦП, чтобы вы поняли. Snap Gen 3, видите? S24. Интересно же ж. Бюджет до 50 тысяч. Иван Топ, посоветую посмотреть канал Польза.нет. Там есть топ-10 смартфонов субфлагманов. Там что-нибудь найдете. Купи Текно. Не, Кирилл, зачем? Я после всех текновских непроплаченных обзоров имею отток подписчиков, притом прям конкретный. Я уже при том, что для меня Infinix или еще что-то, это просто, то есть я покупаю смарт и потом получаю кирпич. Я за этот Текно заплачу 20 тысяч, если я забуду его продать, или сколько он стоит. То есть прикол в том, что Infinix, спасибо Диме Варвару, который мне его выкупил и реанимирует, Zero 30 5G, у него сдох аккумулятор. Просто сдох, хотя им не пользовался. Там за 2 месяца лежания. И, понятно, я его заряжал периодически. А GT10 Pro, перекуп 3 месяца перепродавал, или сколько, 4, он тоже сдох. То есть купить смартфон, который умрет, получить минус по подписчикам, и что? Когда я делаю рекламные обзоры для Infinix или Tecno, у меня подписчиков больше, чем на любом моем обзоре. То есть не существует на канале самого там честного, классного, большого, часового, 10-минутного, суперконверсионного обзора, который бы давал мне больше, чем любой рекламный обзор на Itel, Infinix или Tecno. Люди в голову едят. Людям нравится смотреть, что это хорошо, и они такие: о, классно. Понимаете?
Еще раз повторяюсь, я не советую приобретать эти бренды до $150. Можете, а лучше рассматривать Realme, OnePlus, Xiaomi, Redmi. Смысл искать на снапе. Еще раз, Николай, мы не говорим, во-первых, по поводу S24, по поводу него будет отдельный стрим. Друпи, в этом-то и минус. Это знаете, как мне говорят, я говорил до этого, зайдите на Авито и посмотрите, сколько третьего эшелона. И все таки да, много продают. А сейчас его почти нет. Почему? Потому что сдохли смарты. Его даже в скупках не покупают, вы понимаете? Потому что он у тебя неделю пролежит, а потом не включится. Опять же, у вас может быть абсолютно другой подход. Вы можете быть супер богатый, покупать каждые 3 месяца смартфон по 20 тысяч, а потом выкидывать в помойку. Но я вам спойлерну, если вы купите один раз смарт за 80, вы потом сможете продать его за 60 и год будете кайфовать. А не вот это вот. Сенсор плохо работает или камера у меня лучше, а у меня есть беспроводная зарядка. И не важно, что у тебя беспроводная зарядка вместе с смартфоном сдохнет через 3 месяца. Очередной урезанный флагман. Конечно, всегда бугры. Доброго дня. Заказал Xiaomi 14. Боб Дилан. Вот как раз поэтому вы там и заказали. Еще раз вспомните эту площадку, то я вас заблокирую. Потому что вы путаете глобальную площадку с локальной площадкой. Прочитайте про глобальную, очумейте и старайтесь с ней не сталкиваться. Ну, это мой вам совет. Если, опять же, вы не знаете, что вот именно этот продавец, этот товар, и вот все окей, и вы доверяете этому делу. Сейчас, я думаю, вы будете доверять меньше. С браком экрана. Добрый день. Приобрел iQOO Neo 8 с эко-кожей. В повседневном постоянно тепленький. Это норм? Нет. В чехле носите? Но опять же, постоянно тепленькие. А какие смартфоны у кого вообще не тепленькие? У меня все тепленькие. Бугры. Бугры в плане поселок бугры или что? У меня что-то какая-то проблема со стримом. Напишите, если есть какие-то претензии. Не забываем прожать лайк, мне холодно уже все. Или кофту надевать. Будем гонять его под холодом. О, да, вы правы, вырубаешь его, он быстрее заряжается. А в чем прикол? Ну и ладно. Я как дурачок, да, я понимаю, в чем прикол. Он не тратит энергию на то, чтобы у него экран горел. Он от этого не перегревается, он может все это, температурные датчики ему показывают, что он прохладненький, он может больше брать по мощности. Виктор 911, огромное спасибо, что пришел, давно тебя не видел, наконец-то. В конце концов, среди концов. Так, я пошел за курткой, но до того, как я за ней пойду, так как там 70%, мы, наверное, поставим его уже на, повторяюсь, максимальная лояльность. Вот у нас подставка металлическая, для того, чтобы она отводила тепло от смартфона. Смартфон 72% заряда. Мы его ставим на вот эту металлическую площадку. Здесь у нас 16 градусов в помещении. Я иду брать кофту. Мне холодно. Потому что я не хочу врубать кондиционер, потому что вы мне скажете, что он плохой. И нажимаю повторить. Переключаю вам модули, иду одевать куртку. Хорошо? Холодно, жесть. Запоминаем 72. А он покажет, сколько он процентов съел. Заморозили. Нет, я сам себя специально замораживаю для того, чтобы вы не говорили мне, а мы видим у тебя солнце, а не снег лежит вокруг тебя, и поэтому смартфону плохо. Нет, вокруг меня все лежит, ну, не снег, но 16 градусов это норм. Я помню, как-то с одним... Да у меня всяких историй хватало. Ну, вообще холодно. Я тоже замерз на улице. Нет, я стримлю не на улице. Кондей плохой. 16 градусов, ничего ж себе плохой. Это просто дешевый пульт. А так кондей здесь на полкомнаты. Вот. Ей, he's back. Серый кот, да. Приветики. А где обзор на Honor Magic 5? Вы не в курсе, что уже вышел Honor Magic 6 и 6 Pro, и на них уже обзоры были?
И, разумеется, на 5, 4, 3, 1 и 2 я делать не буду. Я считаю Honor лютым оверпрайсом, который просто с этим 40-м, ну вообще все Honor, 90-й Honor, ну вот сейчас уже норм, он там стоит 30, ну, говорю, мне вот Honor, у меня все равно в голове Honor это дешевая версия Huawei. И они такие отпочковались а-ля, но для того, чтобы Huawei продавать хорошо в Китае, Кат Денисов, с какой целью интересуетесь? Вот что за вопросы? Кому? К вам домой, Денисов? Кто-то ждет меня в гости? Не зовите меня. Не норм. Домой. Вот это, кстати, про это и говорят про фабрику троллей. Если бы вы примерно представляли, какие мне комменты строчат. Еще раз. Всем, кто за меня беспокоится, каждый день захожу на госуслуги, каждый день плачу налоги, и все в порядке. Ну, да, реально каждый день налоги даже плачу. Вот такая вот беда. Пропустил начало. Начало мы обсуждали Poco M6 Pro, о том, что, чтобы его разыграть, прикрепленные комментарии, посмотрите, это раз. Два. Саня, у тебя морозка с Sub-Zero и компанией в гостях, да. Да мне холодно, здесь 16 градусов кондишн, скорее всего даже 15 он долбит. Я не допираю. У нас официальный магазин Xiaomi глаголит, что 14 Pro Global не будет. Врут. Собиратель душ вполне возможно не врут. А зачем им 14 Pro выгружать, когда они 14 и 14 Ultra в Global выгрузили? Если бы они хотели 14 Pro выгрузить, они бы его уже выгрузили. Потеря данных при обновлении это полная шляпа. Еще как. Денисов, вы тоже из армии троллей? Напоминаю, что все, кто видит в комментариях какие-то комментарии в сети странные, помните всегда, что за этот комментарий кто-то получил денежку, если он странный. Потому что люди не настолько безумны, чтобы писать странные комментарии. Планирую, думаю, купить Xiaomi 14. Кирилл, здесь все дороже. Ожил. Качество будет хуже теперь. Терпите. Так, проверьте, пожалуйста. Нет, он не просто подвисает, он вообще конкретно обрубился, но сейчас видно или нет? Аудио есть? Ага. Норм, слышно и видно. Супер. Ну, соляви. Вот так вот бывает тоже. Что просто отрубает инет и все. Звук есть, есть. Ну, хорошо, мы как-нибудь и так переживем. Сейчас попытаюсь реанимировать второй Wi-Fi. Терпите. Все. Лучше? Ей. И видно, и слышно. Хорошо, у меня есть две линии. У меня одна гигабитная и одна на 200 мегабит. Нормально, по-любому на работе в наушниках слушаю. Картинка не очень важна. Ну, самое важное, да, что мы сейчас с вами... Не забываем прожать лайк. Давайте я разыграю, когда будет 1000 лайков. М6, может быть, чуть-чуть раньше. Но лайкайте, и дальше решим, как говорится.
У меня зависает все равно. Скузи, но не должно зависать, перезагрузите, потому что я смотрю, что зависалого нету. Тем, у кого стрим зависает, просто... А почему налоговики рубанули, если я все плачу? Рубануть надо, когда ты не платишь что-то. Роутер убогий, Денисов. У меня 2 убогих роутера, и их здесь нельзя даже перешить. И предупредили, что типа перешьешь, будет тебе трындец. 5 секунд. Пытаюсь реанимировать второй. Иногда нужно отрубить роутер для того, чтобы появилась связь. Все дороже, да. Намного. Но откройте магазины, кроме яблок. То есть айфоны стоят дешевле. Все остальное стоит дороже. Я не буду болеть, у меня нет времени на это. Еще раз всем огромное спасибо, что пришли. Напоминаю, что мы сейчас прогоним все это дело несколько раз. И потом будем разыгрывать. Лайкаем почти как в ТикТоке, но тут даже и приятно. А почему? А есть в ТикТоке? По-моему, у меня нет в ТикТоке. Neo 9 вчера пришел. Своих ожиданий не обманулся. Связь вроде неплохая, лучше, чем на старом Zenfone 6. Саня, проверишь, что в последующее поколение Samsung S Ultra будет другим? Веришь, что в плане другим? Или их не будет? Так есть на канале доказательства, вы стебетесь, вы вот попытайтесь научиться читать. Давайте мы вместе найдем, где гипотетически могут они быть. Никто ничего не получает. Идите отсюда. Никаких подарков никому. А я, по-моему, не добавил, что ли, это в описании. Раньше же было у меня в описании это дело. 5 секунд. Почему у меня нет вообще не работает? Очень странно. В ВК в сообществе есть подтверждение. У меня работает, получается, только стрим и все. Очень странные дела. Что второй Wi-Fi вроде уже начал работать. Но все равно у нас пока стрим идет, да? Как работает датчик приближения? Нормально. О. «13 ультра от 14 ультра» много отличий? Да, по мне не особо много, если честно. То есть, опять же, это по мне. iQOO 12 Pro будет на обзоре? VT. Сразу видно, что вы меня не смотрите. У меня был iQOO 12 Pro на канале. Почему вы его не видели? Посмотрите, пожалуйста, вы его найдете. Есть ли в глобалке 14 ультра бенды для спутниковой связи? Нет. Как понять бенды? Там отдельный чип для спутниковой связи. Или я чего-то не понимаю уже? А это просто лаунж. Это просто лаунж.
Что за музыка? Это вот, смотрите, вот эта вот тема. Сейчас покажу. Бесплатная музыка. Если вы просто включите музыку онлайн бесплатно, то будете ее видеть. Так, пам-пам. Сейчас проверю, почему у меня ничего не работает с инетом. То есть он в параллель не успевает, получается... А, нет, успевает догрузить. Так, что у нас по Poco X6 Pro? Poco X6 Pro выходит почему-то все еще как-то много очень. 25... 24 700 выходит. Poco. Еще и налог получается. Ну, все равно хоть что-то. Не знаю, по-моему, все вообще... Знаете еще, почему все цены подняли? Потому что в Тайване же было землетрясение, и, соответственно, чипов будет какое-то время меньше. Так, запомнили насчет 8%? Сколько он там съел? 8% съел, на 3% на 3 градуса поднялась температура. Еще раз гоняем. Без чехла, под кондиционером, так что мне холодно. Нет, если вы бенд выиграли, то можно в розыгрыше смарта. Смарт отдельно. Я еще, может, Xiaomi 14 Ultra буду разыгрывать. Китайский свой. Что думаешь о смартфонах Motorola? Думаю, что они себя уже изжили. Стоит ли ждать Vivo X100 Pro Plus? Они так долго его выгружают, что это очень странно, если они будут не Vivo X100 Pro Plus, если они их еще не выгрузили, и они не будут на Snapdragon 8 Gen 3, я не знаю, они, может быть, 4-й Snapdragon ждут. Ваше мнение, почему? Да, напоминаю, что на канале нет никаких новостных, ну вот единственное, там, Тайвань, окей, мы обсуждаем, потому что это влияет на электронику. Ни новостей, ни религии, ни политики, ничего. Вот, подождите, человек спрашивал все-таки по поводу того, кто что выигрывал. Ему лень, а может и не лень. Я, кстати, давно, надо проверить, у меня, мне кажется, в описании исчезла эта штука. Обсуждение... То есть, что выиграл. 268 сообщений, ёшки-гагошки. Вот кто что выиграл на канале Польза.нет за все существование канала. Александр, приятно вас видеть. Планируешь ли обзор на Galaxy Fit 3? В течение 3-4 дней увидите его. Из 10 смартфонов в рейтинге можно где-то в углу надпись, какой именно телефон сейчас идет. Я подумаю. Я подумаю, но вы понимаете, что мне неинтересно. Мне проще, что если один человек из 100 посмотрит ролик весь, чем 100 человек придут, потыкают 10 раз, увидят название и уйдут. То есть не нравится такой подход, не смотрите. Это абсолютно нормально. Я для себя выбираю, что мне лучше, как контент-мейкеру. Я же вам не говорю, вот мы сидим там 64 минуты, где донат и т.д. и т.п. У меня вон донейшн, а у меня даже, по-моему, наверху его и нету. Я его даже не добавил. А, нет, вот он в самом конце. То есть есть у кого какие фишки есть. Я, допустим, розыгрыши в ТГ не делаю никакие. Мне они не нравятся, в принципе. Вот. Он, кстати, сбросил яркость, притом прям конкретно. Я думаю, вы видите это, да? У меня ISO зафиксированная стоит, поэтому прям очень заметно, что он сбросил яркость. Что лучше взять? iQOO Neo 8, чтобы камера была не очень ужасная. В плане не ужасная. Она и вот опять же, маркетинг. Вас до такой степени зазомбировали, что вам нужна эта камера. Вам нужна камера. Вот скажите себе честно. Вам нужна камера? Хорошо. Какая у вас сейчас камера в смартфоне? Вот вы блогеров переслушались. Почему я рассказываю про видеосъемку? Потому что я снимаю на смартфон обзоры. И смотрю, как люди реально там, почему обзор одним кадром делаю в лифте. Я смотрю, сколько людей реально ходят и делают ролики и на YouTube, и везде просто держа смартфон в лифте. То же самое. Почему делаю игровые стримы? Потому что вижу, как много людей часами играют, даже на улице. Почему? У всех свои сценарии использования. Но вот это вот загон, что
Лучшая камера. Лучшая камера та, что в руках у профессионала или у человека, который старается разбираться. Все. А так все, что стоит дороже $300, снимает очень даже достойно. Вот опять же, да, Redmi Note 13 Pro 5G или Pro Plus 5G снимает нереально классно. Но для того, чтобы снимать прям классно ролики, опять же, вот смотрите, вы покупаете устройство. Оно может снимать в 4К 60 FPS. Круто, но как вы будете потом монтировать эти 4К? А 4К 120 FPS как вы будете монтировать? То есть вам нужно собирать нормальный комп. Если вам нужна графика, еще, это накидывается. Если вам нужно что-то просто, то можно начинать с простого. Я снимал первый год, первый, наверное, 1060 подписчиков у меня с D31, D3120. Помните? То есть никаких каких-то лютых тем нету с этим связанных. Дешевый второй смарт с большой батареей. А тебе не нужен, если второй смарт с большой батареей его. Тебе нужен просто смарт, который бы хорошо держал. Яблоки хорошо, очень хорошо держат яблоки. У меня и к покафону даже не было претензий. И Samsung сейчас вообще все... Тут от бюджета зависит. Просто выставь там 3G, допустим, у него сеть. Если тебе не всегда нужно. OnePlus 2 Pro или Redmi 5 Pro? Не знаю, Риме. Еще раз, если вы покупаете часы, наушники и любой аксессуар к смартфону, смотрите бренд смартфона. Выстави, пожалуйста, свой топ без раздумий. Собиратель душ. Вот в тот момент времени, когда вы узнаете, что у меня есть основной канал Польза.нет, и вы сможете открыть его топ-10 флагманов на Snapdragon Gen 3, мы с вами будем разговаривать. А так как вы задаете этот вопрос, вы не знаете, что у меня есть основной канал Польза.нет. Там, кстати, 451 тысяча подписчиков. Вот. Может, получится табличку автономности смартфонов. Виктор, что, она есть. Вот видите, наверное, в каком-то смысле у меня много очень штуковин, о которых никто не знает просто. На Дзене есть эта таблица со всеми характеристиками на Яндекс.Дзене. Посмотрите. В описании есть. Я монтирую в Adobe. И большинство монтируют на яблоках. Наверное, 95% блогеров, и их монтажеров, и их операторов монтируют на маках. Но это не моя история, и все. Rain Touch Control. Современными смартами невозможно пользоваться под дождем. Сергей, так я пользовался OnePlus под дождем и под водой. В описании. Сейчас 5 секунд скажу тебе. Текстовые обзоры и список устройств, которые я тестировал. Яндекс, Польза.нет Articles. Александр Барышев, нет. Они просто уйдут в дешевые вещи, а то, что вы говорите, просто ритейл как поднял цены, будут теперь покупать в ритейле, а с Яндекса просто постепенно, ой, точнее с Али, мне кажется, продавцы пойдут постепенно уходить, и все. Вы переоцениваете. Здесь же вопрос не в... Нет, я не крут. Биба. Или бида. Здесь вопрос не в, наверное, деньгах. Мне кажется, это просто, чтобы люди меньше электроникой пользовались. Наверное. Ну, то есть в Турции же такая же тема. Там реально очень убогие смарты у всех. И это длительный эффект. То есть сразу у людей не будут мертвые телефоны. Но через 5 лет вот будет как в Турции, наверное. Хотя, с другой стороны, мы жили уже в этом режиме, когда были пошлины высокие. Мне не кажется, что это будет проблемой для человека, который хочет что-то приобрести. Вопрос всегда желания. Виктор, что, нет, распознают у OnePlus? Стоит ли покупать флагманы двухлетней давности? НК, это решать вам, мне, я считаю, нет. Почему? Потому что вы потом их не сможете через год использования продать вообще никак. То есть, если вы его сегодня купите за 20, завтра вы его продадите за 0. Если вообще продадите.
Кстати, что за фишка? Так, iQOO 12 Pro не зашел тебе только дизайном камеры, ценой Лысенко и дизайном. И если вы посмотрите обзор, вы узнаете, чем еще. Как включить счетчик FPS? Подождите, увидите. БУ или новый смартфон? Всегда новый. Говорит человек, который покупает смартфон и тестирует, потом продает перекупу, который продает еще кому-то. Но это моя история. Вы же... В Турции, наверное, чтобы хоть как-то местный ритейл с их инфляцией мог жить, делают пошлины. А OWL я промолчу. Нет, не для этого. Вообще не для этого. Ну, то есть у нас... Вот поэтому мы на канале и не обсуждаем ни политику, ни новости, ни религию. Потому что вы видите одно, вам не 40 лет, вы не работали где-то очень долго в государственных учреждениях. У вас другие друзья, и вы видите другие цели и задачи у различных решений. И в вашем понимании все упирается всегда в деньги. Нет. Власть, а потом деньги. Потому что власть приносит деньги. А чтобы была власть, нечего вам по интернетам ползать на дешевых смартфонах. Шучу. Вот заметьте, на дешевый это сегмент не повлияло никак. Вы также можете купить Poco X6 без пошлины. Вы также можете купить Redmi 13 без пошлины. И спокойно ползать в инете. Советую игры играть в другом режиме. Телефон почти не греется. Проверено на Poco F3. В каком режиме другом? Так у меня и так вон стоит высокая производительность. Кстати, давайте я проверю даже Radix. Приблизительно правильно показывает. Вот мы гоняем его, видите, яркость. Печально, но факт. Как я отношусь к подпискам на фильмы? У меня Netflix, который я оплачиваю. Но у меня нет времени. Александр, крипту не обсуждаем. Почему? Потому что это нереальный... Вообще ничего не обсуждаем. Реально что? Золото в кармане. Деньги в сейфе. Земля без обременения, твоя личная. Или недвижка. Притом в разных местах, потому что обстоятельства меняются. Нужно работать, заниматься спортом, здоровьем и увеличивать доходы. А на халяве, вот опять же, все эти биржи и все остальное, как у меня хороший друг, вряд ли меня смотрит, Сергей. Получил он плечо в 3 с лишним миллиона в банке поиграть. И остался с минус 3 миллионами. Поиграл. Довольно быстро. И я думаю, кто в теме, тот поймет, и вы можете втирать кому угодно, что кто-то выигрывает. Выигрывает тот, кто имеет огромный капитал на бирже. Все остальные рано или поздно дарят его. И скальпинги, и все остальное, это оставьте для того, чтобы втирать дичь. В иллюминаторе. О, уведомления на китайской прошивке, а то есть уведомления некоторых приложений вообще не приходят. Хотя, короче, я замерз даже в куртке. Деньги в сейфе тоже сомнительно. Рандом, когда этих сейфов 10 в 10 разных странах, это не сомнительно. Опять же, вы можете втирать кому угодно, что угодно. Яйца в одной корзине можно и иметь в цифре десяточку другую, кому-то соточку другую, кому-то миллион другой баксов. Но я уже сталкивался с тем, что я судорожно начинал вспоминать пароль кошелька, и мне вот так вот хватило. Да, Александр, именно. Николаев, именно. Любой мегаполис. Ну, и опять же, нужно четко понимать, что в долларовом эквиваленте ты иногда можешь улететь в трубу. Но это уже другая история. Мне кажется, что вот эта вот тема с сохранением капитала, это вот втирают через YouTube какие-то а-ля суперуспешные типы. Они поэтому и успешные, что тратят время на YouTube, потому что... Третий прогон. Ну, говорю, с яркостью уже печаль. Ну, сейчас поиграем и проверим. Как раз по этой же причине, что у них все плохо. Им надо от кого-то подпитываться и кого-то лить на какие-то сомнительные темы, чтобы люди потеряли деньги. Все. Что отключать?
Еще раз, Бида, я снимаю на iPhone. Комп, я уже говорил, 4080 или 4070 даже, по-моему. Я уже не помню. RTX 4070, у него уже 2 года ему уже. Я его как собрал. 13-й Intel, i5 1360K и... Ну, разумеется, 64 гектара оперативы. Не разогнан, ничего. Да вам много не надо, поверьте мне. Для того, чтобы монтировать. Телефон для игр до 30 тысяч рублей. Poco X6 Pro, хотя он все равно будет греться. Про то, что если супернадежность, это... Ничего нет супернадежного. Супернадежное — это когда у тебя 554 разных вида спрятано где-то. Я говорю, у меня бывают моменты, когда мне надо там определенную сумму, и я начинаю судорожно вспоминать, а где у меня еще по сусекам они спрятаны. Как раньше по квартире прятали, вот сейчас ты прячешь просто-напросто в цифре везде. Ну там, тут какой-то доходик, тут доходик, тут доходик. Как когда-то работал на 3-4 работах. Вот, все то же самое. То есть у тебя 4 зарплаты. Как у комика американского же был этот сериал про то, как у него отец работал на 3 работах, помните? В Таиланде цены на еду дешевле, чем в РФ, а то у нас продукты за последнюю неделю. Александр, я очень часто как раз спорю с моим другом здесь Владимиром. У него как раз вот такая же мысль, что все время все дороже. А потом, когда он сказал, что вот, яйца у нас стали 300 рублей, а я ему скинул фотку с его же магазина под его домом, где яйца 380. И он, ну это другое. Хотя здесь куры вот ходят, вот под тобой ходят, вот как в деревне, вот куры. А яйца дороже. И здесь ничего не надо, вот просто солнце постоянно, яйца и курица. И вот эти все темы из разряда дешевле там, где есть конкуренция. Если есть конкуренция, продукты питания в Европе, США, в Азии, они стоят космос. Почему? Потому что инфляция, опять же, это не экономика, но я думаю, все прекрасно понимают, что 2 года в течение пандемии весь мир закидывали деньгами, которые ничем не обеспечены, и вот сейчас это дело все пожирается. А что быстрее всего растет, разумеется, кусок мяса. Все. Железки даже так не растут. Потому что и всех убеждают, что они тебе нужны, но ты их жевать-то не будешь, этот iPhone, правильно? Игорянчик, если тебе интересно про меня, у меня есть стрим, посвященный 100 миллионам просмотров, и я там все рассказывал. 2 высших образования у меня, один радиоэлектронные средства, а второй государственное муниципальное управление. В школе учился со средним баллом 4,7, тройка по русскому языку по выпуску. Единственное, отомстила мне учительница. Но правильно сделала, я лучше его и не знал. И все. А работал я 19 лет и 8 месяцев инженером радиоэлектронных средств. И хобби YouTube как был, так и остался. Вот. И до YouTube я уже работал в сфере продажи электроники параллельно. И все. Поэтому у меня и нет канала своего продаж, там, не знаю, магазина и еще чего-то, потому что как бы я и без YouTube нормально себя чувствую. Какая камера супер? Та, на которой я сейчас снимаю? Нет, для стрима у меня 2 камеры Sony ZV-10E. Нет, ГИМУ было в этом, в СПБГУ при президенте. А РЭС был при Можайке. Академия Можайского. Где продать БУ смартфон, кроме Авито? Бида, ну есть у вас ломбарды, если у вас там есть знакомые, почему нет? Хватит мерзнуть. Я уже отключил, спасибо. Ну что да, и правда заболею. А Redmi 13 Pro 5G подойдет для видеоблогинга? Еще раз, подойдет даже Redmi A2.
Вопрос просто-напросто в желании. Как у меня спрашивают, ну вот опять же, мне, не знаю, за последние 3 года 500 тысяч раз предлагали вот эти вот все ваши топовые блогеры быть коучем по блогерству. Я им говорил, да, я готов, только бесплатно. Ну и бесплатно, как бы в бесплатных курсах никто не хочет тебя видеть. А так я на стримах, пожалуйста, вам рассказываю, что все максимально просто. Вы выпускаете контент. Посмотрите на мой контент. Вот есть у меня одна знакомая, которая знает меня очень много лет. И когда-то, когда мне было 25, я ей говорил, я пойду на радио работать диджеем. Она говорила, ты дурак, там денег нет. Я не пошел. Я зарабатывал деньги. Когда мне было 35, я говорил, я пойду на ТВ работать, буду деньги зарабатывать. Ну, как бы не для денег, честно. Вот просто хотелось чего-то. И в итоге, видите, это все выросло в YouTube. Все просто. И, и все. Ты просто пилишь и пилишь. Я говорю, мне достаточно 3000 на просмотр на ролики. Я видел очень много взлетов ютуберов уже за эти 6 лет ютубства, которые там миллионниками стали, потом сжались. Видел много, вот сейчас пацанов растут очень быстро. Но они другие. У них другой контент. А к чему это все? К тому, что когда-то, когда она говорила, что я зря трачу время на YouTube, а я говорил, а что я в это время буду делать? То есть для меня это антистресс. Я работаю, и YouTube я занимаюсь, потому что это меня переключает от моей работы. И она такая... 3 года, за последние 3 года очень сильно поменялся и контент, и подача. То есть она пересматривала все это дело. Потому что я ее, можно сказать, подчиненных контору по рекламе консультировал. По поводу того, у кого что им надо покупать и как. То есть, в общем, несмотря на то, что я маленький, я прям очень хорошо в теме и с другой стороны, не со стороны Ютьюба. Вот. Если, я думаю, вы видите категории товаров, которые я приобретаю, и наполнение, и четко понимаете, что просто так даже мухи не летают. Повторяюсь, вы можете приобретать что угодно, где угодно, на любой площадке, что хотите. Любой бренд. Вот сейчас, допустим, рассказываю вам про Xiaomi. Xiaomi разыграю. Если бы у меня был Варик рассказывать, допустим, про какой-нибудь сейл Huawei, я бы сказал нет. Если вы думаете, что, допустим, вот самсы ко мне заходили, когда у них была предпрезой S24, контор 50, наверное. Вот просто писали, я не знаю, откуда они только не писали. Вот зачем я им нужен был, я не знаю. Но у них, по мне, очень плохая ценовая политика. В общем, это все лирика. Когда-нибудь расскажу, как заработать лям лежа на диване или в кресле качалки. Бида никак. Это стечение обстоятельств, если вы будете зарабатывать лям, на ком-то, кто-то на вас будет миллиард зарабатывать. То есть все эти истории про то, что человек вышел, и на него упал ящик с деньгами, вы это увидите, он его получит, камера выключится, придут дяди, возьмут молоток, заберут деньги, кожу еще с него снимут и уйдут. И получат то, что им надо. Нигде, трудом можно заработать только и все. Можно интеллектуальным. Вот люди есть гении, разумеется, которые придумывают крипту. Но опять же, я считаю, что это все мыльный пузырь, и, разумеется, это просто новые виды лохотронов. На них можно. А так нормально зарабатывать можно кем? Сварщиком. Скварщиком точно. Крановщиком. Топ. А охранником не очень уже. В те времена, когда я работал. Работа на Альтелекоме долгих 28 дней. Норм. Xiaomi 13T или A55? Вы подождите, когда, кстати, вот у меня все время выпадает из поля зрения 55. Потому что я очень хочу сначала на S23 Plus делать обзоры, на S24 Ой, точнее, на S24 Plus и S24. Какой именно ТГ мой грузится дольше, чем остальных? Можно уточнить? Какой Telegram у вас грузится дольше, чем у остальных? Мой. Который мой основной. Скидка на Altai OnePlus. Ха-ха-ха. Манагером по продажам. Варщики опасно. А еще есть монтажники-высотники, которые тоже космос.
Еще раз, я против всех ставок. Я даже против банков. То есть, если здесь есть рекламщики банков, которые мне миллиард раз писали, они знают, что вот мне хватает на еду, мне хватает на покупку гаджетов, мне хватает на семью и на какие-то свои дела. Все, мне не надо лишнего. Я лучше лишний раз захейчу. Я повторяюсь, что вам лучше идти на другие обзоры, чтобы вас смотивировали что-то приобрести. Потому что я верю в карму. Все, не потому что хороший, плохой. Вот я здоровый в 40 лет. Мне хочется бегать, прыгать и играть, как дурачку. И там, может, завтра я ласты склею. Но я считаю, что как раз причина в том, что я делаю так, как мне хочется. У нас также слесарей сейчас набирают капец моей профессии. Регулировщик РЭАИП очень мало. Я же говорю, и любые вот эти вот темы, они прям совсем денежные. Сварщики всегда космос получали, вот всегда. Народ понесло. Биг Сама. А есть у нас, кстати, администраторы? А, да? Да нет, вроде ничего опасного нет. Мы же новости не обсуждаем. Наскров, Ирина, странно. Ну, в Питере, в Москве космос. OnePlus 2 и снова там зарядка пины. Ну, это не ко мне, Барс. Это кому? Это правильно, это к OnePlus. Программисты. Программисты тоже норм, но бесплатно никто никому ничего не платит. Вот заметьте, на третий прогон какая яркость. Вот такая вот реальность. Хочу такой телефон. Я из Мурина. Серджио, как относится телефон к твоей локации, если не секрет? Повторяюсь, да, вот такие вот стримы, они странные. Единственное, говорю, главное друг другу не оскорблять. Я ни в коем... Ну, просто если какие-то вещи я считаю скамом, если какие-то вещи я считаю дезинформацией, так и знаете, не знаю, вот алкоголь рекламировать или показывать в кадре, табак рекламировать или показывать в кадре. Вам же может быть 20 лет или 16 лет. Вот мне 40. Я без этого дела 17 лет живу. И поверьте мне, можно творить очень много дичи, помимо наркоты, алкоголя и табака. Можно творить много дичи и зарабатывать очень много, не используя никаким образом скам, рулетку, казино, не знаю, там, продажу запрещенного чего-то. Просто надо, да, двигаться будет больше и дольше. Ну и что? Или учиться. На железной дороге не советую работать, если только не начальником. Алексей Лебедев, все относительно. Вы же по какой-то причине там работаете. Знаете, когда я работал на своей основной работе, которая работал 19 лет и 8 месяцев, я все время говорил, вот каждый сверчок знай свой шесток. Вот у меня мозгов именно на эту работу. Я считаю, что я получал очень хорошо. Параллельно я где-то всегда получал в 2 раза больше. Но стабильность, которая давала мне эта работа, она перевешивала что угодно. Вот опять же в моей голове. И если бы я считал, что я, как бы, когда я посчитал, что все, я настолько уже стою хорошо и плотно на ножках, тогда я свалил. Нужно продать все, купить автодром и ехать двигаться по миру. Автодом. У всех свой подход. Если все будут двигаться по миру, кто будет делать еду, не знаю, там, выращивать еду или ремонтировать дороги и все остальное. Кирилл, еще раз, я советую работать кем угодно. Кем угодно. Смотрите, ЦП 53, батарея 47. Главное, чтобы это была честная работа. Я не советую. А почему у нас такой синий цвет странный у батареи? Потому что, типа, режим... В общем, ждем, когда он вернет яркость, потому что он горячий, как вы понимаете, и тестировать его в играх как минимум глупо, пока мы с вами благополучно можем переместиться опять на... А, кстати, а где она? У меня исчезла страничка с сейлом. Вот. Что у нас? Он изменился? Нет, в 11 часов должен был курс поменяться. И цены. Ну, нет. Ну, в общем, проще говоря, Poco X6 Pro 24 700 плюс налог. Сколько получается у нас налог? 750 рублей. Ну, ценник в целом нормальный. Poco M6 15200 M6 Pro. Ну, это прям дорого. Poco X6 какая-то лабутень.
По Poco X6 их, по сути, то ли нет у них, то ли... Сейчас 5 секунд. Ну-ка, может быть, побольше купона есть? 6 тысяч, 35 тысяч рублей. Значит, они у них кончились, прикиньте. Может быть, этот Poco X6? 35. Он дороже, чем Poco X6 Pro. Да, они, наверное, у них кончились. Я говорю, сейчас будет дефицит чипов. Вот прям пить дать, мне так кажется. Может быть, я не прав. Не супер дешево за, получается, Xiaomi Redmi Note 13. 6000 от 22. 16 тысяч дорого. Ну, опять же. Ну-ка, а здесь 14 ультра. У них их нет, скорее всего, поэтому вот так. И Xiaomi 14 тоже, наверное, у них отсутствует. Либо реально уже начался такой движ, что... Когда Октоберфест вообще у них? Или он еще не начался? Кто в курсе? Входит в 1% лучших на Али. Ой, на Али, да. Мы все еще ждем, когда он восстановит яркость. Кстати, пока он восстанавливает, можно и, в принципе, включить его на зарядку. Правильно? Не забываем прожать лайк за труды. Не забываем, что можно Poco M6 Pro сейчас выиграть. И, как говорится, все зависит от вас. Сразу, не отходя от кассы, и пересечемся с человеком. Хасан, у тебя связи на Али. Хочу дешевле любой смарт. Крутой смарт. Еще дешевле, чем по ссылкам в твоем ТГ. Хасан. Бида. Нет. У меня связи в Китае. И я не занимаюсь продажами физикам. И все. И поэтому и мой YouTube такой счастливый. Мне вообще не важно, что вы будете думать про электронное устройство. Я и так знаю, что хорошо продается. И оно и так будет хорошо продаваться. Так, прожарка в морозилку. Морозилку пока не надо. 2А некрасивый смартфон. НК, ну это смотря кому. Опять же, на Nothing 2 обзор уже был. Смотрите на канале. Кто хочет выиграть Poco M6 Pro, он, наверное, сейчас здесь сидит. Не забываем прожать лайк. 1000 лайков наберем, и я его разыграю. Вот. Пока только 407. Может, чуть-чуть раньше, но не факт. Да, как-то распродажи вообще не видно. И это очень сильно напрягает. Очень странно. А 55 мнения нет, пока я его еще не обозревал. Давайте честно. То есть я рассказываю про девайс в тот момент времени, когда я уже сделал на него обзор. Вот. До этого суждений никаких делать не буду. Макс, закреплены условия конкурса, и если вы умеете читать, все у вас будет, как говорится. Нельзя называть, потому что контракт с Alibaba. Кому чего нельзя называть, Кирилл? Биг Сама, а что там сравнивать? Я в тексте покажу, может даже в ролике покажу, чем отличался он по тестам. Проверь донаты. О, первый раз за 3 дня. Кто-то закинул мне донат. Спасибо большое. Окупаем, как говорится, разыгранный Poco M6 Pro. Повторяю, что я скидывал уже в ВК. Вы можете посмотреть благополучным образом, кто чего у меня выигрывал. И там 238 страниц. Но больше всего я, конечно, беспокоюсь, чтобы когда я смарт разыгрываю, а это не часто. Вот сейчас я надеюсь, что все, кто будут выигрывать смартфоны, а я буду разыгрывать один смартфон в месяц, начиная с апреля. Хотя мне кажется, что мне придется их покупать дополнительно, потому что у меня не посылают никак Poco X6 Pro. Я их 3 штуки купил, и их даже еще не отправили. И это очень плохо. Если их отменят, это будет вообще жесть. Я прям очумею. Сейчас в Donation захожу 5 секунд.
Короче, фестиваль будет, оказывается, с 6 апреля, а распродажа с 8. Вот такая вот беда. Ну ладно. Набирайте купоны сейчас. Денисов, спасибо большое. Когда будет сравнение с 24 на снапе и Exynos? Помню, говорил, что планируешь такой обзор. Аноним в ближайшее время. Мне пока, не знаю, у меня столько всего накопилось, что мне надо сделать, что я пока разгребаюсь без смартфонов. А смартфоны, объясняю, вот смотрите позицию. Мне нравится сам с 24, но я его уже гонял. Как, допустим, ну аж 2 раза, получается, делаю на каждый смарт-обзор. На китайской версии, глобальной версии. Теперь на Exynos, ну вот на Samsung обычно я так не делал. Очень странные дела, почему все-таки распродажа пишет с 8, хотя, по моим данным, сейл должен быть сейчас. Короче, вот сейчас идет распродажа с 4 по 10. Курс, подождите, курс доллара посмотрим. Ну, учитывая, что динамика не шепчет, что он пойдет вниз, я не знаю, решать вам. Вот такие пока цены. Вам, кстати, интересно какие-нибудь часы типа Суунту? Нет? Не-не-не, сейл уже идет просто-напросто. Почему-то они, ну, мне кажется, они не сбрасывают ценники, потому что проблемы с чипами. И вполне возможно, вообще все будет плохо. Павел, я еще раз повторяюсь, я не могу вам сочувствовать, потому что каждый раз, покупая смартфон, вот сейчас у меня с прошлой распродажи 3 Poco X3 Pro висят. Потом, помимо этого, у меня висят неотправленные, сейчас вам скажу, что. У меня очень много всего не отправлено. Нет, один смартфон остался, Honor 100 Pro. Отправили самым первым, кстати, Asus Zenfone, который 11 Ultra. OnePlus Ace 3V, потом Nord S3 только сейчас отправили, Honor 100 только сейчас и Realme 12 Pro Plus только сейчас. Вот так. Игорь, да-да-да. Игорь, вы очень забавны. Если вы научитесь читать условия, то рано или поздно вы где-нибудь что-нибудь сможете выиграть. Разыгрывается новый телефончик. Да. Не забываем прожать лайк, 1000 лайков набьем, и все будет в огне. И тогда будем разыгрывать. Окей? Сунта, Гармина интересно. Окей. Буду иметь в виду. Так, что у нас с экраном? Он сбросил, что ли? Нет, он никак не может реанимироваться, заметьте. Donation. Опять. Закидаете меня сегодня деньгами. Я даже чехол от смартфона смогу окупить. Без сарказма. Спасибо большое. Ничего ж себе, Николай Хромов. Вы мой план перевыполнили на много обзоров. С вашего доната можно и зарядку купить. Спасибо большое. Xiaomi 14 купил за 62 штуки. Глобалка. Но у тебя ведь задняя камера царапается, если царапина появится или нет. Косеки. Я не понимаю вопрос. У меня поцарапался задний модуль камеры. Будьте аккуратны. Вы про это хотите спросить? Что если он у вас поцарапается, это будет расстройство. Все? Или в чем-то еще был вопрос? Что за прикол вылезает на экране? Это донат. Вот там внизу у меня донат сюда. И вот когда есть донат, вылезает прикол. Что из себя представляет 7S Gen 2S? Понятия не имею. Именно сейчас и надо писать коммент, а дальше уже до этого их не было толком. Здравствуйте, пожалуйста, хочу купить Black Shark 5 Pro. Актуален он еще в данное время или есть какая-нибудь альтернатива в ценовом диапазоне за 40 тысяч? Давайте, кстати, я, наверное, розыгрыш все-таки сделаю послезавтра, чтобы у людей было время пролайкать. Вот. Послезавтра на пользу стрима с прожаркой S24. И там же еще 5 Mi Band'ов 6 серии сразу.
И еще раз повторяюсь, кому не нравятся подходы по поводу розыгрыша, еще чего-то, просто, ну, как бы, если вы из-за розыгрышей смотрите каналы, не смотрите. Да, потому что 1000 лайков мы не набьем, а я жду 1000. Искать чехлы нормальные. Беттери умерла. Ха-ха-ха. Executed. Беттери. Хорошо, что я ее поменяю до начала игрового процесса. В играх поиграем по 30 минут. Но вообще вот смысл, говорю, его гонять в играх, когда, ну, есть смысл, наверное. Мы погоняем его чуть-чуть, пока у него не произойдет перегрев, да? И все. Так. 5 секунд. Такая рамка неудобная. С одной стороны удобно, с другой стороны очень неудобно. Неудобно доставать аккум, когда котик в подвешенном состоянии. Ножом. Ножом получилось. Так, раз. Притом, по идее, он должен одновременно заряжаться и... Так. Есть контакт. Ждем, когда появится. Появилась картиночка. Как качество экрана, все остальное, все в норме? Всех все устраивает или нет? Нас всех обманули, расходимся. Кирилл, вот смотрите, как быстро можно улететь в бан. -1. Что скажешь насчет Oppo Find X7? Был обзор. Специфичный смарт, который будет очень сложно продавать. Вот, наверное, так я бы не все сказал, что все плохо. Все норм, спасибо. Пам-пам. Я очень жду просто, когда он восстановит яркость, для того, чтобы мы могли прикинуть. Все, в принципе, он еще все равно тепленький. Я еще минутку подожду, 2. И дальше будем его гонять. Наверное, в Диабло сначала. Я хочу в Диабло поиграть. Разумеется, потому что здесь у меня шуровский микрофон. И да. В целом, смарт мне нравится. И все. Но минусов у него более чем достаточно. Давайте я сначала про ручку покажу и расскажу. Надевается она вот так. Здесь можно кольцо вот это снимать. Они разные. Donation, 5 секунд. Каски. Так, это по поводу царапины. Там что-то еще пришлось. Я насчет царапина, появится или нет. Задние камеры. Можно, вот сейчас я репостну ваш коммент, и люди поймут, почему мне так сложно читать. У меня русский язык не очень. Возможно, у вас не появится она, но лучше приобретите на внешний экран, на тыльную часть защитную пленку. Даже на камеры они продаются. Хорошо? Если я правильно понял идею вопроса. Пришел именно за розыгрышем малыш, который улетел в бан. Да, наверное. Еще раз повторяюсь, никаких проблем. Я при любом раскладе его разыграю. Там ультру эту Honor разыгрывал, помните сколько? И при том, что в этот раз 100% говорю, со смартфонами я буду искать победителей. Не как с Mi Band'ами, потому что Mi Band'ы я не ищу. А здесь я буду сам писать. А запотевание Виктор что, несколько раз просто прогонял его и все. Так вот, ручка надевается вот так. Вот так. И потом вот так фиксируется. Отдельно ее надо заряжать. Из интересного устройство подключено. Видите? Рукоятка. Открываешь. И вот такая тема. 5 секунд. Все, он уже яркий, поэтому надо ISO подбирать. Обновление не требуется. Быстрый запуск. Запуск с камеры. Так, стоп. А как по-другому? Вот если камеру... Сейчас 5 секунд. То есть, если надо фоткать, вот. Фотки. Увеличение, уменьшение.
Вот здесь можно опять же по-другому. Запись видео на эту кнопку. И это изменение ISO. Колесико. То есть все более чем интересно и достойно, по мне опять же. Разбирается, тоже ручка есть, отдельно можно заряжать ее. И единственное, мне не нравится, что с менюхи ручку надо вот так искать, мне кажется. Ручка. Я не знаю, где ее в меню искать потом. По-моему, в расширенных. Ну, во всяком случае, если ты не знаешь, как искать, то ты берешь вот так, подключаешь ее заново, закрываешь, и в меню появляются настройки. Видите? А, она еще разряжена поэтому. И... Ага, тут настройки были, которые я вам не показал. Я не в те настройки захожу. Притом в ролике я их показал поподробнее. Кому интересно будет. Сейчас 5 секунд. Настройки. Нет. Интересно. Ладно, в общем, здесь настроек больше. Чехла не надо для игр, потому что он у нас погибнет. Да, ну, опять же, снимать реально удобнее с ней. Удобнее. И выглядит, конечно, это дело эпично, как маленький фотоаппарат. Но мы не будем о грустном и о веселом, правильно? Мы переключимся на сцену 2. Врубим мое Диабло. Стоп. Позор на меня. Все, кто спрашивали, помните, как включать FPS в Xiaomi? У Xiaomi есть очуменная вот такая тема по батарее, про потребление энергии, и все. И у тебя есть счетчик FPS встроенный от Xiaomi прям. И это очень удобная штука. Плюс им в карму за это дело. Пленки это, наверное, больше про защиту от царапин. Стекло уже от падений. Лично я сам пользуюсь. Я не знаю, я за то, чтобы носить без пленки и без чехла. Вот у меня iPhone без пленки и без чехла. Будете тренировать свою концентрацию. Все время в контроле. Что о грустном, Рома? Что так донат окна работают странно? А чем вам не нравятся они? Аноним. Вы меня закидали просто вместе с Николаем Хромовым. Огромное спасибо за донат. Дальше. Лучше хороший телефон с нормальной стабилизацией. Так, что у нас тут? Не докачалось, что ли? Ну, сейчас докачает по чуть-чуть, чтобы у нас не лагало ничего. Очень интересно. Я вроде все скачивал. Давайте докачает. Заодно увидим, как быстро он съест что-нибудь. Хватит железку железную надо иметь. Хватку железную надо иметь. Да, не знаю. Нужно просто быть концентрированным, и все будет в огне. Так, я сейчас проверю, что у меня с интернетом, появился он или нет. Вроде да. Да, появился. Ждемся. Уже быстро интернет. Когда выйдет Mi Pad 7? Понятия не имею. Только сейчас выйдет Mi Pad S6 Pro. Обзор уже был на канале, но он в глобалке выйдет. А так он в китайской версии. Леонид, я, наверное, не нервный. Ну, я прошел ту стадию, когда ты ждешь, что что-то плохое случится. Все постоянно плохое что-то случается, поэтому смысл нервничать. Нужно как там расслабиться и получать удовольствие. Все понимают, да? Как не ужасно это звучит. Да всяко бывает в жизни. У меня стекло треснуло от того, что в кармане с ключами кинул смарт. Разумеется, да. Купил супруге Poco X6. Думаю, ей понравится. А тебе спасибо. Вам спасибо за спасибо. Только я вот свои Poco не вижу в доставке. И это, конечно, печаль. Печаль печальная.
На печали идет и печалью погоняют. Падение с вела, асфальт бывают у всех. Никуда от этого не денется. Не денешься. Купил себе S2 Pro и жду. Вчера должен был прийти. Ну, придет, значит. Куда он? Опять же, без таможни получается, да, у вас? Все по фэншую. Почему я догружаю? Потому что если не догружать, то тогда будут подглючивания. Я не знаю, почему, я говорю, это нужно каждый день реально прогружать все. Антон Дедловский, огромное спасибо за донат. Привет. Хотел задать вопрос тот самый больной. Что с пока с навигацией? Видишь ли ты комменты под обзорами? Я вижу комменты под обзорами, я отвечаю на стримах и на комменты иногда только отвечаю, потому что их десятки тысяч. Если говорить про навигацию, повторяю, что лучше смартфоны с Qualcomm. На Dimensity не все плохо, но вот по моим тестам Qualcomm всегда лучше с позиционированием. Можете в комментах, кстати, вот сейчас стрим идет, если у кого-то попадает это дело, как у кого. Завтра спасибо автокоррекцию. Чего? Денисов, ну через полгодика, может быть, если куплю. Не тестить, если не тестить, если покупать, то покупать, понимаете? GT3 появился в фиолетовом цвете. Александр, я могу забанить за это. Добрый день. Сейчас насчет камер. Я на Redmi Note 7 ставил Gcam и снимал ночное небо. И через Instander скидывал в инсту. Запрещенная сеть в Российской Федерации. И выходило классно. Только видео плохое. Да, за 200 баксов можно вообще волшебно фотографировать. За 150. Вопрос прямых рук. У меня проблемы с навигацией были на Redmi 10C до какой-то версии оболочки. Есть еще проблемы дешевых смартфонов. Вот и все. То есть, если у вас средняк какой-то, то лучше на Qualcomm. Если дешевый, там неважно на каком процессоре, все чаще всего будет работать плохо. Я брал себе белый, просто рассказываю. Хорошо, без упоминания магазина можете рассказывать. На Poco X6 Pro навигация норм, лагов не увидел. Сергей, я не говорю про лаги, я говорю про точность. Обратите внимание на точность и скорость работы. Шабаев, я понимаю, что вы не из России. Иорданский, обзор на Redmi Turbo 3 будет, а когда его выгрузили уже? То есть его начали продавать на Али. Все, кто желают, чтобы я сделал какой-нибудь обзор на что-нибудь там, скидывайте мне ссылки, если есть в продаже на Али, я постараюсь купить. А какие конкуренты у iQOO Neo 9? Никаких. За тридцатник никаких. По железу никаких. По съемке есть. Запрещенная сеть в РФ, да. Но я туда ничего не гружу с момента запрещенной сети. Постоянно рекламируешь 12, 13 простые Realme 12 Pro. В то же время GT5 выше их по такой же цене. Что я там рекламирую? Ну-ка, поподробнее. Антон, приятной работы. Стоит ли брать Redmi Note 13 Pro Plus не глобалку? Смотря за какой ценник. Лучше глобалку. Они в один ценник какой-то. Они периодически торгуются в один ценник. Зачем вам не глобалку брать, если можно купить глобалку? Объясните мне. Ну, какая-то дичь по загрузке. Что показатели такие долгие прожарки? Или это полезно только для геймеров-стримеров? Вардьер, если у вас возникает вопрос, зачем прожарка, не приходите на нее. Я рэпер из Марьиной Рощи. Хорошо. Посоветую смарт до 50 тысяч с минимальным шим. Айкушка. iQOO 12 небольшой шим. Относительно. Я не помню показатели шима, я вам слово даю. Я не помню, чтобы там плохо было что-то. Но полтинник где? За 50 тысяч понятий. Спасибо. Каски, iQOO 12 или Xiaomi 14 глобалка? Я бы Xiaomi 14 брал. Хотя многим...
все до такой степени ровно. Вот там в этом ценовом диапазоне и iQOO 12 попроще будет и подешевле. Но, говорю, плюс-минус одинаково. Не планирую ли я обзор на GameSear G8? Сейчас 5 секунд. У меня есть вот такой GameSear. Я уже на него черт знает сколько времени планирую обзор, а потом не знаю, буду делать или нет. Когда-то буду. 13 Pro, 13T Pro шим маленький, да, только я не назову его топовой камерой. Кроме, опять же, вы же спрашиваете мое мнение, правильно? Там неплохая камера за свои деньги, но он на распродажах сейчас уже очень редко бывает выгодно. Что у меня за окном, вы можете посмотреть в моей личной телеге ежедневно по утрам. Может быть, иногда, очень редко я не выгружаю примеры фоток, но чаще выгружаю, и там вот за моим окном то, что происходит, есть. Кроме OnePlus и Pixel, у каких телефонов? Почти у всех флагманских серий, и у Xiaomi плавная оболочка, и у всех. Здесь просто вопрос вкусовщины, не вопрос того, что лучше, а вопрос вкуса. Я могу сказать точно про GPS, допустим, сравнивая бюджет G99 против Snap 730, Mediatek рвет. Я не говорю про бюджетники. Хорошо, если рвет. Так, запомнили, 62%. Мои герои. Ну что же, все запомнили, что 62%? Ох ты, ёшки. Я отрубил его. Сейчас мы его включим заново. Стоп, старт. Я включу секундомер, переключу камеру и будем играть. Старт. Угу. Все в огне. Конечно, да. И понеслась, как говорится. А что с тачем? С тачем какая-то беда. Не хотел он запускать. Так, и по настройкам сейчас посмотрим. Первое. Ускорение врубаем. Раз. Два. Выбираем графику. 60. Окей. Очень высокая нельзя. Резкость изображения включена. Мне не нравится сейчас тач. Вот, все. 60 FPS показывает. Движняк пошел, да. Стоит ли брать сегодняшний Xiaomi 11T? На Али он сейчас 20 тысяч стоит. Нет. Старенький. Лучше сначала игра, а потом Антуту, как говорили. Ну, я решу, хорошо. Так я Антуту уже провел, я не понял. Ну, у меня нет смысла, вы не совсем понимаете. Вы думаете, что я беспокоюсь об удержании? Нет, я беспокоюсь о том, чтобы приходили на стримы те, кому это интересно, и все. Ну и опять же, вот почему играю. Потому что после игры мне будет лень, допустим, отвечать на вопросы, и вы не совсем понимаете. Вот мы встретились, и сейчас что-то отвечаю параллельно на вопросы, правильно? А если бы я поиграл, а потом бы проводил Антуту, я бы сидел такой. У меня же еще день только начинается, мне еще дел тулярд вообще. Что за игра? Diablo Immortals. И напоминаю, что все еще получается у меня
карты захвата на верхнюю камеру нет, поэтому вам кажется, что здесь FPS 30, но по факту здесь FPS 60. Не знаю, почему штатная программа Sony не показывает это дело, но вот так. Саша, убегаю. Всего хорошего. Зума. Было приятно очень тебя видеть. Спасибо, что заходила. Не забываем прожимать лайк. Если завтра будет уже 1000 лайков, то завтра разыграю. Но вы можете не беспокоиться, я напишу в личку победителю в ТГ. Поэтому можно не переживать. Если завтра не будет еще 1000 лайков, то послезавтра разыграем. Заодно и Mi Band. Как у кого день проходит? Кто на учебе, кто на работе? Энергетическая сфера, восстановление силы. Диабло мощнее, чем у Call of Duty? Нет, я не думаю так. Мне в Диабло хочется играть, а в Call of Duty нет. И опять же, поиграю минут 20 и все. Потом в PUBG. Катку другую. 13 Pro еще актуален, почему нет? Про 14 Pro даже намека еще нет. Мне кажется, его очень долго еще не будет. То есть это, да, линейка 13T, 13T Pro актуальна. Она специфическая. Как бы, я думаю, что все, кто меня смотрят, знают почему. Но она актуальная. На кухне пока проходит. А Realme часто хорош, потому что снимает хорошее соотношение цена-качество. А iPhone просто всегда хорошо. Но опять же, кто-то не согласен. Но обычно это кто-то, кто не согласен, не снимают обзоры на YouTube на телефоны, как я. Ну, то есть я снимаю на YouTube на этот смарт. А те, кто рассказывают про другие смарты и говорят, что вот этот лучше по съемке, они же снимают на камеру. Поэтому для меня он лучший по камере для обзоров, для того, чтобы их снимать. А не для не знаю чего. А не для того, чтобы рассказать о том, что он лучший. Realme GT 12 2 Pro с глобалкой был Xiaomi как страшный сон. Я не говорю, что Realme плохой. Что же все время мне приписывают то, что я не говорю? Вот. Все, добились типа. Отпуск позволил увидеть Саню в онлайн и задать ему вопрос. Безумно рад, что у вас получилось до меня добежать. Настраиваю. Настраивайте. Вы как поддержка? Или просто решили зарубиться сами? Так, тихо. Надо жизни забрать. Саня, нужны наушники в пределах 30 тысяч. На данное время паласы есть с одним наушником. Так почему не купить те же паласы? Но я бы, кстати, если по поводу ушей, советовал бы посмотреть на Sony. GT2 Pro страдает плохой автономностью. Но это не он страдает плохой автономностью, а скорее ближе страдает все эти линейки. Сейчас с автономностью у смартов значительно все лучше стало. Вот прям в разы. У тебя ни разу не было мысли о том, что Android может заменить iPhone в качестве способа съемки? То есть мысли, я пытался и с Samsung снимать, и чем я только не пытался снимать. Все хуже. Я не думаю, я делаю. Знаете, есть такая шутка относительная. Вот. И вот я реально не думаю, я делаю. Пока то, что я делаю, показывает, что кроме айфона ничего снимать адекватно не может. Джоник не в лесу, 15 минут за зарядку немного. На зарядку. Кишечник, еще раз, не будет 1000 лайков, я разыграю послезавтра. Чего вы беспокоитесь? Вас тоже забанить? Я повторяюсь, если вы приходите на стримы для
розыгрыша 99%, что вы ничего не победите, вы не выиграете в этом стриме. Не забивайте себе голову, не тратьте свое время. Нас комьюнити. Я разыгрываю смарт, чтобы получило его мое комьюнити. Прийти, выполнить условия, уйти со стрима, мне кажется, секунд 15. То, что я сказал, что уже, что я напишу тому. У меня не казино. В этом-то и прикол, да, вот все в онлайне делается для того, чтобы там людей посадить на дешевый дофамин. Я разыгрываю в онлайне, чтобы люди видели, что это честно, а не для дешевого дофамина. Вот. Так, тихо распознать. Ей. Так, ну что у нас? Эпичный предмет. Да. Надеть и перенести. И здесь надеть и перенести. Все, топчик. И продолжим также рубиться там же. Есть определенные проседаловы в кадрах. Вы, может, их не видите, но мне кажется, что вы их видите. Чуть-чуть. Прям чуть-чуть, но это такая локация. Big Summer, там очень сложно, там читать надо. Наверху, в закрепленном комментарии. Лучше не забивай себе голову. Многие покупают телефон на несколько лет, а они меняют каждый год. Поэтому я хотел взять 24 Ultra, терабайтную версию, Galaxy Watch 6 и что-то там в подарок. Хорошо. Хорошо, если вы не продавец. Тогда почему вы интересуетесь стримами в онлайне? S24 по железу хуже Xiaomi. Чем она по железу хуже? У нее тоже S24... Ой, у нее тоже 55 секунд. У нее тоже Snapdragon Gen 3. Вам их модули не нравятся? Ну и что? А что дают модули этому Xiaomi 14 Ultra? Он что, лучше снимает? Нет. Ну хотя вы можете сказать, что да, вот мне кажется, это все вкусовщина. Демоны. Замуровали демона, да? Да я беседу поддержать, хорошо. Нет, обычно так надо мной издеваются. Что за стрим? А что, нельзя рассказать? Почему я должен читать? Почему я должен читать про розыгрыш? Читать это вообще вредно. Ну вот примерно обычно такие вопросы. И поэтому я так и реагирую. Big Summer, я тебя прекрасно знаю. Ты наш в доску. Так, а что с ним не так? Места нет? Есть место. Странно. Не понял я. Что-то с сенсором вообще не то. Вот сейчас работает. А что с ним было? Очень странные дела. Донат долетел. Бар, сейчас посмотрю 5 секунд. Пока меня тут не завалили, ладно? Донат обязательно прилетел. Просто вопрос. Сейчас. Побоище закончу. Все. Пам-пам. Аноним, Саня, ты же не дочитал коммент. В бюджете точнее Mediatek, а флагманских точнее Snap. Ну, прочитал сейчас. Еще что-то аноним? Не, наверное, там еще что-то пришло, если он спрашивает. Нет, я вроде все прочитал. Значит. Тач не работает, у тебя брак. Кишечник, ты дошутишься. Вы же видите, как работает тач. Вот поэтому я и провожу стрим в онлайне. Нет, работает, все нормально. Перестаньте накидывать это дело. Непонятное накидывание негатива. Не забываем прожать лайк. Напоминаю, что мы довольно просто все тестируем. Через 8 минут закончим тестировать Diablo, перейдем сразу к PUBG New State. Большинство людей, разумеется, которые будут покупать Xiaomi 14 Ultra, вряд ли будут часами в Diablo Immortal зависать. Но 20 минут поиграть для антистресса, я уверен, что многие смогут. А это хорошо показывает его гипотетические возможности и способности. 36. И все, 42. Не туда побежал. Ну и ладно. О грустном Xiaomi 14 Ultra.
Ну вот что это такое? Я нажимаю, видите? Это глюк игры или чего это глюк? Это глюк игры, скорее всего. Не может тач, потому что здесь вот работает норм все. Либо это из-за вот этой вот штуки. Короче, нет, это не тач, это из-за счетчика FPS. Он думает, что я его касаюсь. Видите, выяснили методом проб и ошибок. Хотя смарта нет. По традиции сначала в Genshin. Я не хочу в Genshin. Если бы я хотел в Genshin, я бы поиграл бы. В Genshin через 7 минут поиграем. Ну давайте в Genshin 7 минут поиграем. Ну я прям что-то неохота. Нет, это не сервер глючит, это вот эта вот панель с FPS. Кранску, вам спасибо, что пришли. Не забываем прожать лайк, не забываем участвовать в розыгрыше. Сегодня 1000 лайков наберем. Сегодня разыграем. Нет, послезавтра разыграю Poco M6 Pro на стриме в онлайне. И вот. Опять не туда прибежал. Саня, помню твой грустный стрим Samsung S24 Ultra. Теперь тоже стало грустно, потому что не знаю, что выбрать. Не, ну слушай, вот если вы будете накидывать, что не проводить мне подобные стримы, чтобы можно было выбрать устройство, я же еще раз повторяю, что если вам хочется купить смартфон, не смотрите мой контент, потому что, ну, я не накидываю веселья. То есть там много рекламных штуковин, которые смотрят на железку с точки зрения продажи вам. Вот лучше их смотреть, которые говорят, по-моему, классную фразу услышал, можно поиграть. Я столько раз я четко понимаю, что человек вообще никогда не играл в смартфоны, если он говорит, можно поиграть про некоторые смарты, в которых вообще даже 10 минут невозможно поиграть. Или там на нормальных настройках, да, про Realme. Вот продавцы Realme, они очень любят рассказывать, что 12 Pro Plus игровой, вот это вот дело. И я все время смотрю вот так, ну, мне пишут комменты там, вот, этот сказал, что все нормально, чего ты накидываешь. Вот он в онлайне он. Вот все. Брак. А если у вас будет, как у меня, как говорится, брак, да? Все, быстренько прошли. Саня, привет, дошел наконец. Спасибо. Так, что у нас есть что-нибудь типичное? Есть. Разбирание. Планирую купить Xiaomi 12 с вторичного рынка. Очень не советую. Все. В конце концов, там может быть очень сильно выгоревший экран. В конце концов, среди концов. Ларина, Юля, это плохо, хорошо? Как совещание? Обычно совещания у топ-менеджеров максимально грустные. У вас тоже или нет? Я предполагаю, что у топ-менеджеров. У топ-менеджеров только есть, мне кажется, время смотреть стримы. Дмитрий Гордиенко, привет, ты дошел? Ноуты с MX150 игровыми называют. Ну, а смотря во что играть, почему нет? Ну, вот, допустим, прошлый ноут, который у меня был с интегрированной картой, он и правда аналог декстопного, понятно, там на 1060. Ну и что? Ну, уже как бы эпично. Тоже игровой, просто старенький, можно сказать. Так, ну что? Да, она оказалась круче, эта штука. Прям конкретно. Урон 317, ничего ж себе. Саня, я там спасибо за стрим написал, поделился с чатом с тобой мнением от GPS. Я прочитал. Спасибо большое. Нет, так может быть я неправильно доношу по поводу GPS, да, что на дешевых смартах он работает... Ух ты, ё. Что-то я не туда бегу, мне кажется.
Прошу прощения. Realme 12, игровой ноут с GTX 150. Да, да. Любыми способами и средствами продать устройство называется, да? Так, последний прогон, у нас еще 2 минуты. Tecno Neo 2 сказали, можно поиграть. Можно, но недолго. Кто сказал тебе, Ирина? Кто вам сказал? Ирина, вас обманули. Но какое-то время вы сможете играть. Купил сначала OnePlus Ace 2 Pro, подарок другу, затем себе приобрел Poco X6. Ничего ж себе, вы друга цените намного больше. У вас только дружеские отношения, что вы такие вещи покупаете себе, а потом кому-то супер дорогие. Но он реально дорогой, Ace 2 Pro. Намного дороже, чем X6. Или вы меня просто проверяете? Ёшки. Какой-то там шлем. Потому что люди не будут смотреть супердорогие наушники. Скоро будут на Синхе обзоры, скоро будут на Huawei обзоры. Скоро даже на Suunto часы, скорее всего, будут обзоры. Я потихонечку начну это дело обрабатывать. Ну, опять же, я же говорю, что все зависит от того, какие у вас вкусовые предпочтения, потому что обработка у всех разная. Я говорю, мне первое время, вот когда я только начал сталкиваться с вивовскими X80 Pro, 70 Pro, я такой, вау. А потом я реально начал сравнивать и понял, что, ну, это не мое. Я не люблю, когда так красят натюрморты по видео. Вот. Ничего себе он стреляет как жестко. Как-то быстро вот с этим оружием все происходит. Часы реально было бы круто. Ну, начнем с тогда. Откроем этот портал просто. Но с другой стороны, у гарминов не так и много и у Сунту часов. Я просто не уверен, что я смогу их продать. Вот попробую, как с ноутами. Вот сейчас я ноутов купил. Если получится их продать после обзоров, то норм. Если не получится, то тогда будет другая история, чуть-чуть печальнее. Арина, вы обзорщик? Ирина, кто обзорщик? Это не я. Ну, вы идите на стрим туда, куда вам советовали, если вы хотите, чтобы вас приободрили по поводу Текно. Нужен совет, что лучше взять, Mibra JS Pro или Honor JS Pro? Honor JS Pro. Вот и поговорили, как говорится, да? Так, два типа серьезных здесь и там. Вообще много сжирает сразу. Так, это раз. И вот здесь два где-то, тип такой же. Тихо, 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 мне нужен вот этот тип. Все. Теперь можно зажигать. Так, 21 минута уже, было 62%, сейчас 55%. То есть 6% на 3, 18% в час. Очень даже адекватно. Сейчас 5 секунд, подождите, пока меня не вынесли. Ух ты, ёшки. Так, это что-то не то. Как меня не вынесли-то? Повезло. Это там шлем. Саня не закончил мысль про GPS. На дешевых гаджетах он работает хуже, все. А если дорогие, он лучше работает на Qualcomm. Я даже третьего OnePlus не рассматриваю как ТВС. Хорошо. Я же говорю, вы просто, если про дорогие ТВСки, вы рассматриваете их, наверное, больше как уже что-то прямо аудиофильское. А это довольно специфичная тема. Так, Боргос. Что такое Боргос? Неважно. Ну, как-то ест он много очень жизней. Все уже, что ли? Ну, все, хорошо. На том, как говорится, нет, там еще какой-то тип есть. Сейчас я с типом закончу.
Уже 100. Ох ты, ё. Быстро он у меня съел. Много. Ну и мы быстро закончили. А, он еще раз накинул себе жутухи. Даже жизни не надо добавлять. Пока. Все. У меня коммент пропадает. Извини, пожалуйста, Василий, но здесь у меня включены интересные сообщения. Я даже третьи полосы не рассматриваю. Понятно. Привет. Когда прогон Rockfon 8 с кулером? Не знаю. Мне как-то... Говорю, проходит время, и мне интерес пропадает часто. И вот так вот все печально. Его нормально не смотрят. Поэтому прогонять его я не совсем понимаю, зачем. Почему он советует мне тот шлем, а не этот? Если этот более серьезнее. Ну все. Honor JS Pro через 1 год началась полная деградация. Ничто не вечно под луной, особенно когда ты рассматриваешь к покупке какие-нибудь часы. У часов аккумулятор деградирует очень быстро. Если телефон еще может 3 года проходить, то по моим наблюдениям 1100 люксов. То есть 20 минут можно спокойно играть. Если не останавливаюсь. Давайте в Genshin. Ладно, 15 минут в Genshin. Лучше уж бараний рог. Edifier, ну, еще раз, если у вас есть средства для покупки смарта, вы же покупаете это дело под смартфон, правильно? И, наверное, все-таки лучше приобретать смарт того же бренда, что и, точнее, наушники, а аксессуары брать того же бренда. Я не помню, была и прожарка кишечника или нет. Если она и была, она, может, была какая-то быть не такая на стриме, а она была, может быть, на Твиче, я потом выгружал. Посмотрите, пожалуйста. И у меня в разных вариантах бывают исполнения. Так, здесь FPS-ку надо будет выставить. Я любитель кодека LHDC. Сергей Прилетнев. Тогда у вас тогда не огромный супер выбор, правильно? Для устройства. Так, 15 минут понеслась. Да, я пока, если честно, основное провожу. 60 FPS, высокая, все. Основные тесты провожу, у меня уже потом желание отпадает играть. Так, понеслась. У кого трансфлективный дисплей был? Это вы имеете в виду MSFIT бипа. Я помню, как я был в отпуске в Калининграде и делал на бипы в 4 часа ночи обзор. И у меня моя бывшая супруга говорила, да оставь ты их. 4 часа ночи. Но я ее понимаю, потому что она поехала после того, как я там 24/7 на работе со мной отдыхать, а я вместо отдыха пилил обзоры, еще чем-то занимался параллельно. Ну, как всегда. То есть, если ты чем-то занимаешься, то, к сожалению, очень часто ты занимаешься этим слишком много и слишком активно. И как помните эту надпись, реклама в YouTube или в ВК, везде по-разному все время, что если ты еще женат, значит, ты плохо бегал, плохо тренировался. Вот это, наверное, про меня. Если ты еще можешь контактировать с людьми, то, значит, ты что-то где-то не дорабатываешь. 13-е не жарили. Не может быть. Виктор, что, посмотри на пользу стрима вот на этом канале, на котором мы стрим ведем. Мне кажется, что я его тестировал. Вот этот вот тип очень опасный. Вот этих вот два типа, все, можно уходить. Хотя, с другой стороны, мне же 15 минут долбиться, правильно? Можно от них побегать 15 минут. Так, сейчас его убьют. Что у нас по FPS?
Пока все норм. То есть даже в сложных условиях обстановки он вывозит. Раздалбываем щит, как говорится, да? Как интересные сообщения отделяются от неинтересных? Это не мне. Это у YouTube спросите. Я слишком стар для того, чтобы понимать алгоритмы подобные. Пока лагов нет. 3 минуты. Что-то вибро как-то сработало. А, вот эти вот типы, их надо вот так сбивать. Кто в 40 лет не пессимист, а в 50 не мизантроп, то может быть и сердцем чист, но идиотом ляжет в гроб. Я не пессимист, я реалист. Значит, можно считать, что я идиотом лягу в гроб. Вот мне кажется, что уже надо быть оптимистом. Типа, хуже не будет, нет, будет, будет. Мы это уже проходили по поводу всего. Кассио, там размер, руку не поднять, стоит весь страшно подумать. Ну вот, кому-то нравится. Здесь у каждого продукта есть свой покупатель. Везде и во всем, мне кажется. У кого Casio 200? Народу куда меньше, а ты играешь. Ничего страшного. Так, не забываем прожать лайк. У меня есть ощущение, что он уже сбросил яркость. И понадобилось для этого 4 минуты в Геншине. Он, конечно, будет быстро восстанавливать ее, но уже 780, видите? И то ли, мне кажется, еще будет. Греется не супер ощутимо, но ощутимо. 780 нормальная яркость. Но, как мы помним, в Antutu он на третий прогон нам показывал уже печаль. Вот сейчас еще менее ярко. Яркость еще больше просела. Так. Второй вопрос без ответа, очень жаль. Сторм, Саня, в телеге у тебя была ссылка на распродажу. Предложение под Лошав был Global Room, но ведь китайская версия лучше. Сторм, я все равно не понимаю твоего сообщения. Дело не в том, что я не прочитал вторую часть. Меня на конференции звали в Европу, раза 3-4 уже. Постоянно зовут на старт продаж каких-нибудь устройств, на открытие магазинов зовут. Мне нет на это времени. Как бы, мне кажется, они просто не понимают, как это работает. То есть, что, типа, ну, у меня реально нет на это времени. И это как реклама банка все время удивляются, а почему нет? Почему не делает там? Или, ну, много кто еще. Говорю, ну, поэтому у всех свой контент. Каждый по-своему имеет своего зрителя, у каждого своя категория ценностей, интересов. Я не делаю то, что мне неинтересно. Я вот просто тупо не делаю то, что мне неинтересно. И да, к сожалению, мне может быть неинтересно сегодня одно, завтра другое, или сегодня вот это интересно, а завтра я такой, все, меня достал Геншин. Ну, вот как я вам и сказал. В принципе, можно поиграть. Я просто понял, что реально он за 10 минут ушатает экранчик в нуле, по идее. То есть он прям просядет по яркости конкретно. Может быть, нет, но мне кажется, да. Все телефоны, которые продаются, практически китайские, всех брендов,
Есть японские Quartz, или как их там. Но в основном они все китайские. Так, ну что же, телепортируемся тогда еще куда-нибудь. Награда, заготовка, новые задания. Заказы за монстров. Научись формулировать вопросы. Твое предложение, скорее всего, сводилось, зачем выкладывать скидку на глобальный смарт, когда китайский лучше. Потому что это, знаешь, можно также спросить, а зачем вообще какие-нибудь смартфоны, кроме, ну, вот если ты фанат Poco X6. Вот он лучший смартфон, лучше по соотношению цена-качество. Или зачем делать обзоры на плохие вещи, если я считаю их плохими? За сколько купила А55? За деньги. Я не помню, я сейчас посмотрю. Могу посмотреть, сейчас подождите, закончу здесь. Сейчас с этими типами попытаюсь зарубиться. Потому что это будет малоэффективно, это точно. Хотя подождите, может быть даже и получится забить их. Если они не в пару встанут, пока они не в паре, может быть... Огонь. Их вообще здесь 3. Ничего ж себе, там штуковина такая еще. Так, понеслась. Ёшки, они уже жизни забирают как бодро сразу. Еще и вдвоем. Все. В топку. Так, и 9 минут. Нам даже 10 минут хватит, в принципе. Так, надо ей отбежать и снять защиту. Все. Все, хотя бы одного типа завалим. Все. Этого тоже уже почти забили. Так, 10 минут есть. В принципе, те, кто приобретают подобного рода устройства, больше вряд ли будут играть, но уже 550 люксов. То есть 10 минут в Геншине, 550 люксов, и зарядку, кто-нибудь помнит, сейчас у нас 49. Сколько была она? 32, я не помню, что так дешево можно было приобрести. Сейчас я проверю. Потому что я брал Global. Я помню, где я брал. И по предзаказу я брал. Я не знаю, почему я не спешу с этим обзором. Не знаю. Нет, я брал за много. Сейчас 5 секунд. 13500 на... Но у меня 12256. 13,5 умножить на 2. За 36. 12256. Я платил давно. Так. Есть смысл в PUBG играть? Мне кажется, нету. Ну все, он уже с просевшей яркостью. В целом, я думаю, может быть, я на следующем стриме еще погоняю его еще чуть-чуть. Но пока у меня нет желания. Розыгрыш будет либо когда будет 1000 лайков, либо послезавтра у стрима. М6 Pro разыграю, напишу человеку, кто выиграет, в личку.
Все это дело мы будем делать на стриме. Повторяю, что кому хочется посмотреть, кто там чего выиграл, то в ВК, вот здесь 268 страниц, наслаждайтесь. 268 сообщений. Станислав, вы не выиграете никогда ничего, потому что вы не умеете читать. Во всяком случае, на моем канале, на каком-то канале, если не умеешь читать, наверное, можно выиграть. Я имею в виду по новой ставке 200+. Я не знаю, Сан Саныч, решать вам. Мы постепенно с пошлиной, смиримся. Ты же понимаешь, что скидка по времени на определенный товар. Да. IQ 12 за 55. Норм. Альберт, вам огромное всем спасибо за стрим. 1000 лайков не набили, но это не критично. В принципе, мораль проста. Напоминаю, давайте еще раз, что в описании есть у нас ссылки на вот эти вот товары. Я надеюсь, что они станут еще дешевле чуть-чуть. Видите, 30400. Еще промик на 5700, 24500, 24700. Здесь у нас 15300, его я и разыгрываю. Здесь у нас какой-то космос, я не понимаю, почему 41 тысяча стоит. Но в общем, у Xiaomi очень много интересных жирных вещей сейчас продается. И я не понимаю, почему Xiaomi 14 Ultra такая. То есть где-то пишет, что еще распродажа еще будет потом. Так же, как и Xiaomi 14. Мне кажется, что здесь в магазине есть другие лоты еще. Под 6 дорого. В целом, вот так пока. ТГ скидок накидаю еще, в розыгрыше участвуем. Послезавтра увидимся на стриме, разыграем. Я еще не ел. Все. Девайс сюда все равно, но он не игровой. Вот. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Давайте скажу всем до свидания. Максим, Арго, Олег, Виктор, просто так, Шторм, Рома. Обзор на Huawei Watch GT 4 есть на канале. Повторяюсь, название канала Польза.нет. Меня зовут Саня. Алексей, Недополитик, Дукат, Смит, Альберт, Семен, Дмитрий Гордиенко, QFE Рус и Никита. Надеюсь, что вопросы отпали у всех. Да, быстрый Type-C, не боится влаги, я его топил, не утопился. Вот, шим большой, если смотреть на поверенный прибор, смотрите лучше на Радекса, чтобы себя не расстраивать. И в целом... Дум, тебе тоже привет. Ирина, привет вам. Астра, привет. Семен, привет. Алекс, Леонид, точнее, пока. Надеюсь, пока плохое слово. До свидания. Послезавтра увидимся и разыграем Poco M6 Pro и еще 5 Mi Band 6 серии. Потому что людей толком нет. Вот. Позже.